Так, ребята, мы перезапустились. Смотрим. Так, давайте подождем. Напишите, как звук. Я перезапустил микрофон. Так. Напишите, как звук. Сереж, слышно меня? Сереж, звук хороший? Хороший звук, да? У меня там тут беда с микрофонами, в общем. Картинка, наверное, тоже не очень. Не супер. Но ладно, попробуем что-нибудь замутить. Так, ну что, всем привет. Ждем. Так, 2 зрителя пока. Пока 2 зрителя. Давайте подождем. Лучше, но не айс, наверное, да? Со звуком. У меня просто тут старая веб-камера. Вот, она, соответственно, я ее давно не испытывал. И вот сейчас решил попробовать. Она работала. Я сегодня днем пробовал, она работала. Вот. Потом стал тут что-то двигать, шевелить компьютер, и куда-то пропал звук прямо перед самым стримом. Вот. Картинка, наверное, тоже не очень, я думаю, скорее всего. Картинка тоже не очень. Но главное, чтобы было слышно. Сейчас я отойду на секундочку. Взял себе пивка, чтобы было веселей. Так, ну уже 4 зрителя я вижу. Так, ну, давайте. Да я понимаю, сейчас, наверное, уже настраивать ничего не будем. Я думаю, попробуем так. Я открыл пивка, так, чтобы было повеселее. Ну, так, смотрите, ребят. Чтобы был такой диалог, если кто-то что-то хочет именно спросить, вот в плане вопросов, в чате пишите вопрос, а дальше потом уже сообщение, чтобы я не читал все подряд. Вот. Там у меня младший сынок в комнате сидит, веселится. Я буду пивко попивать. Главное, чтобы было слышно. Так, я могу сейчас какие-то вопросы сразу попытаться ответить. Сейчас я попробую здесь на телефоне что-то посмотреть. Так, ну вот первый вопрос. Почему я люблю 2 такта? Скажу честно, я 4-тактные моторы в личном пользовании я не пробовал. Но вот в моем понимании 2 такта как переносимый мотор, это, наверное, лучший вариант. Потому что его там на плечо взял, вот, на плечо взял и пошел. Вот. С 4-тактными немножечко все сложнее. Это во-первых. Во-вторых, 2 такта, они более, скажем так, более резкие, более такие. Я люблю, ну вы же, кто смотрит мой канал, знаете, что я люблю погонять, я люблю там немножко покуражиться. 4 такта, они все-таки не позволят, вот в одной и той же мощности, не позволят делать то, что может делать 2 такта. Я брал у товарища на море покататься Mercury 30-ка, 4-тактная у него была. Да, мотор такой тихий, он такой приятный, но да, он едет с такой же скоростью примерно, как моя Yamaha 30-ка 2-тактная, но вот этой вот резкости, вот этого драйва 4 такта он не даст. Я имею в виду в маленькой мощности. Если мы берем большие моторы, но большие моторы, конечно, большие моторы, они призваны уже использовать на 4 тактах, потому что там уже совсем другой расход топлива, и плюс еще
очень важно именно вот на том же самом троллинге, допустим, я вообще не представляю, как троллить на Yamaha 30. Вот на Yamaha 15 троллить отлично, а на Yamaha 30 это просто ужас. Вот, поэтому если бы я себе вешал бы мотор на постоянку, да, вот на какую-то же там лодку, где у меня постоянно висел мотор, даже, наверное, 30 я бы, наверное, брал 4 такта уже. Вот. А вот до 30 вот Yamaha 15, на ней можно троллить вообще сколько угодно. Ну вот, так, давайте посмотрю. Так, ребят, вы, когда пишете сообщение, чтобы я просто все подряд не читал, пишите вопрос большими буквами, потому что у меня есть мелко, пишите большими буквами вопрос. Вот Вячеслав Матвеев, в каком году, сколько времени в одну сторону на Валаам? Так, ну про Валаам. Так, в каком году? Это поход у нас был, по-моему, в году 17-м. На Валаам мы стартовали из... Такая база есть Лена Ладога. Вот, мы стартовали, ну, там был ролик, я на Валаам не с первого раза попал, там получилось как был шторм, и мы, грубо говоря, ждали погоды. И вот по тихой погоде, там километров 30 примерно, ну, 30 километров, понимаете, за сколько можно дойти, не спеша, там, за 1,5 часа, там, ну, даже если гнать, то за час, там, даже быстрее можно доплыть. Я просто ездил на Валаам на Ямахе 8, у меня была там вот с сыном со старшим, лодка была груженая, просто вообще там, мы еле на глиссер выходили, у меня там 22-23 было, вот пока бензин я не выкатал, соответственно, была скорость вообще маленькая. А по горючке, ну, по горючке, считайте, не так много. Я брал с собой литров 100, наверное, 100 литров, с учетом, что я по шхерам еще катался, на Валаам сходил туда-обратно. Нет, вру, не 100, я запутался. 50 литров я с собой брал, вот 50 литров мне хватило, чтобы сходить на Валаам, там покататься и вернуться обратно, и даже мне еще осталось. Так, про Валаам, наверное, ответил. Но Валаам на ПВХшке это такое очень опасное предприятие, то есть это надо просто погоду прям ловить, потому что может так получиться, что вы на Валаам приплывете, а обратно вам будет просто не вернуться. Ну вот. Мы как бы и туда шли ночью, в ночь, и обратно тоже шли в ночь. Да, все верно. Ладога, это вот кто смотрел мой ролик про катамаран, там, это вот мы с сыном тоже ездили, там вообще весело. Вот, мы, вот этот ролик, то, что я катался... Так, вопрос следующий про консервацию. Смотрите, у меня, чтобы свои все вот эти вопросы по консервации закрыть, я все моторы храню в теплой квартире. Вот у меня тут специальная квартира под лодки, под моторы. У меня гаража нету, вот я, видите, в этом моторчик без гаража. Вот. И, соответственно, я никакой консервацией не занимаюсь. То есть я приехал на последней рыбалке, бензин весь выработал с карбюратора, и все. То есть на этом вся консервация у меня заканчивается. Единственное, что я зимой сливаю чуть-чуть масла, смотрю, если масло чистое, я даже масло не меняю каждый сезон. Вот. Если мотор хранится в гараже, где там перепады температур, то, естественно, да, нужно либо его на последней рыбалке прогонять на максимальном, вот на густом масле, там, ну, на густой смеси, прогонять, там, не знаю, 1 к 25, 1 там, к 20 завести. Вот. Второй вариант, есть специальные спреи, которые прыскаются в этот воздухозаборник. Вот. Кстати, вот эти консервационные спреи, у меня такой есть, кстати, я, может быть, даже разыграю среди зрителей, я его когда-то давно купил, но он у меня уже 10 лет стоит, я даже ни разу не пользовался. Вот этот консервационный спрей, вот если его на руку пшикнуть чуть-чуть, его потом вообще не смыть, то есть он настолько он маслянистый, то есть вот он, допустим, если маслом руку запачкал, ну, достаточно мылом помыл и все, а этот вот консервационная эта жидкость, она проникает везде и образует такую пленку, поэтому... Да, вот кто хранит моторы во влажном каком-то помещении, там в гараже, каком-то там сарае, еще где-то, да, и, наверное, не лишним будет купить вот этот спрей специальный для консервации. И там в инструкции все написано, надо завести мотор и просто в воздухозаборник пшикнуть туда хорошенько, и уже он
наглотается этого, как сказать, ну, в общем, вы поняли, спрей наглотается, там все внутри законсервирует и заглохнет даже сам. Привет, привет всем Санкт-Петербурга. Так, ну, какие еще вопросы? Про консервацию. По консервацию она нужна, да, и вот, не, многие не консервируют, но вот лично если бы у меня мотор хранился где-то в гараже, я бы, наверное, консервировал. Но я просто снимаю этот вопрос, затаскиваю моторы домой и все, и забываю про это до весны. Вот 14 человек уже. Да-да. Ну, я сейчас нахожусь в городе Всеволожск. Это 10 километров от Санкт-Петербурга. Так, я пивко. Ваше здоровье. Я тут включил рекламу. Кто смотрит не с России, либо по VPN. Поэтому немножко, чтобы хотя бы какая-то копеечка капала. Сережа, иди сюда. Вот у меня тут помощник, смотрите. Вот туда посмотри туда. Вот это помощник продомоторник, у него, видите, вот. Так, Сережа, выключи стрим здесь тогда. Или звук выключи, потому что мне мешать будет. Вот видите, даже кепку ему специально одел. Так, вопрос. Подожди, Серега, помолчи. Ну вот, честно говоря, про стоянки, про корпуса уже такие неразборные, я, честно говоря, в этой теме не шибко силен. Потому что я, ну, все знают, я пока на ПВХшках, у меня просто гаража нету, у меня есть участок здесь недалеко, но я все никак не могу начать там строительство. Я бы давно бы купил себе гараж, да, но так как у меня есть участок, я хочу там построить рано или поздно дом, мастерскую там и все вот это вот такое вот, как мы любим. Вот, но никак все руки не доходят, соответственно, я пока на ПВХ. Вот. Но даже если я когда-то себе куплю какой-то жесткий корпус, я от ПВХ все равно не откажусь, потому что есть такие прекрасные места, где вот жестким корпусом уже тяжело. У жесткого корпуса что хорошо, что вот в такую холодную погоду, когда уже прохладно, лодка собирается тяжело, да, на жестком корпусе лучше. А летом приехал, лодочку брынк развернул. Это я вот засекал, мы с товарищем приехали, у него была Кайман 400 лодка. Вот, а у меня была ДК-390 игла. Он тоже, пока он там спустит, пока он там все это переложит. Короче, грубо говоря, я там на 10 минут всего дольше собирался, чем он. Вот, поэтому по скорости, если все отлажено, по скорости, да, это тяжелее, тебе приходится больше бегать, но опять же, если есть хороший электронасос, вообще никаких проблем. Ну, это вот пока еще, конечно, молодой, когда уже, может быть, возраст уже не позволит это все таскать. Да, вот правильно Михаил Скворцов пишет. Главное редуктор. Нет, ну... Так, ну вот мне тут про Yamaha 8 спрашивают. Yamaha 8 это мой третий мотор, наверное, третий. У меня сначала была Yamaha 30, потом я купил Yamaha 3, потом у меня Yamaha 8. Вот она у меня вот тут недалеко лежит. Смотрите, я на Yamaha 8 что только не делал. Я несколько сезонов катался на винте 7,5 там идет, 7,5. У меня дети катались, не вот этот, а вот у меня старшие. Они там, я им давал кататься, они фигачили вообще, не думая, с перекрутами. Плюс я на этой 8 переворачивался, я ее перегревал. И нифига я не стала. Вот у меня, я в прошлом году мерил компрессию, у меня компрессия, по-моему, в районе 11. Ну, там чуть меньше 11 на Yamaha 8. Yamaha 8, вот вообще Yamaha, ее вот ушатать, я вот 8 Yamaha ушатывал просто, вот, ну, я не специально, да, но я ее ушатывал. И при этом вот мотор, ну, часов там немного, там часов, наверное, 250, может, 300.
Меня увидели, кто не видел, посмотрите, на лодке 330У Yamaha 8 едет 43 километра в час. 43. Вот. Поэтому кто думает там купить Yamaha 8, там сомневается из-за того, что там какие-то эти, как называется, там неремонтопригодность. Не, ну если вы сами мотором, не знаете, будете там дрова рубить, тогда может быть да. Вот. Но если использовать просто вот нормально, как вот положено, да, даже с учетом того, что каких-то вот перегрузок, нифига мотору не будет. Я не видел еще ни одной Yamaha 8, которая вот ресурс выкатала. Что? Ну иди возьми. Не, я понимаю, что стоянки, когда ты купишь мотор Yamaha 30. А зачем мне его покупать? У меня он есть. Yamaha 30 у меня есть. Так, Сереж, так, у нас, конечно, весело, но... Это я написал. А, ты написал. Ну, блин, да, тут... Вот это СМЕРШ 09, это вот этот вот товарищ, если что. Так, и что еще хотел сказать? Так, вот кто смотрит, я... Не, по поводу того, что говорят парни с Уссурийска. У парней с Уссурийска очень много моторов, которые куплены где-то в Японии. Древних, вот этих вот древних японских Ямах, которые, не забывают, что там, во-первых, соленая вода, и все, это все накладывает какие-то вот, ну, это, скажем, считается уже тяжелыми условиями. Плюс эти японцы, они там очень часто занимаются промыслом, те, кто на Дальнем Востоке живет, тоже занимаются промыслом. Соответственно, да, может быть, в промысловых каких-то условиях укатать Yamaha 8 можно. Вот, но если вот простой рыбак, он даже ездит каждые выходные, то Yamaha 8 хватит на 2 жизни, может быть, даже и на 3. Вот, поэтому даже, ребята, вот реально, кто хочет купить Yamaha 8 и думает там про какую-то там какой-то там ремонтопригодность, что-то еще, вообще вот не думайте даже. Сейчас тут мне кто-то пишет. Так. Ну, у меня сейчас своих личных 7 лодочных моторов, 7 штук. Все японские. То, что вы видели ролик с Хайди 9.8, Хайди 9.8 это не мой мотор, это купил мой приятель. Вот. И я как бы так на нем периодически могу покататься. На Хайди, вот, на Хайди 9.8. Вот. У меня сейчас в личном использовании Yamaha 30, Yamaha 15, Yamaha 8, Tohatsu 9.8, 2 пятерки Tohatsu 5 и Yamaha 5 и Yamaha 3. Также вот я у ребят беру Tohatsu 3.5, но вот Tohatsu 3.5 мне вообще не нравится. Вот владельцы Tohatsu 3.5 не обижайтесь. По мне так это вообще, блин, ведро с болтами. Ужас. Так, ребят, вы когда задаете вопрос, пишите с большими буквами вопрос, потому что у меня здесь стрим вот этот вот он мелкий, вот, и я, бывает, могу пропустить. Про Суходольское озеро. Я раньше на Суходольское озеро ездил, там было в районе поселка Громово. Там был такой спуск неплохой, но сейчас там все застроили, сволочи. Я вот в прошлом году ездил туда, так и не смог добраться, пробиться в свое любимое место. Ну, так, вопрос. Так, ребят,
Вы здороваетесь замечательно. Пишите слово большими буквами вопрос, потому что, ну, далеко смотреть. Так, два вопроса по Меркурий Мультирумпель. Я сказать ничего не могу. Это американец. Ну, я имею в виду, я могу сказать, но личного опыта у меня нету. Именно Мультирумпель. Это американец, иногда там с бельгийской сборки, иногда американской сборки. Вот. Он неплохой мотор. На ладошка вызовем. Сережа, молчи. Неплохой мотор, но у меня вот я лично сам его не катал. Поэтому я не могу сказать, вот, насколько он хороший или насколько он вот, плохой. Про Тахацу 9.8. У меня Тахацу 9.8 2 сезона, получается. Ну, мотор хороший. Тут про Тахацу 9.8 плохое можно сказать то, что он шумный. Ну, он шумный, да, вот он шумный. По сравнению с Yamaha 8, вот, наверное, Yamaha 8 это Mercedes, а этот самый, а Тахацу 9.8, там, Лада Калина, блин. Не, ладно, Лада Веста. Я имею в виду по ощущению, по качеству, да. А потому что по надежности, наверное, к Тахацу 9.8 вообще никаких вопросов нет. Не зря китайцы копируют Тахацу 9.8. У Тахацу вообще, если вот вы почитаете философию Тахацу, у них какая философия? Максимально просто, максимально надежно, максимально эффективно. Вот что подтверждают, вот, допустим, два мотора, которые у меня есть, это Тахацу 5 и Тахацу 9.8. Они вот просто простые, блин, до безобразия, но эффективные. Вот, Тахацу 9.8, я скажу честно, да, мне вот эти 7 лодочных моторов, лично мне, конечно, такое количество не нужно, да, но так как я занялся вот этим блогерством, мне для роликов, для какого-то, я не могу рассказывать про мотор, если я его не катал, если я его не попробовал, если я его не почувствовал. Поэтому, вот, допустим, пятерки я все вообще покупать бы не стал. Вот. Хонду не пробовал. Вот. Я вообще... Ну, возможно. Так, про флагман. Смотрите, давайте я сейчас вот обозначу все свои вот эти скидки, то, что я говорю, то, что какие-то вот... Смотрите, получается, там, я вообще независимый, да, независимый блогер. Мне конкретно никто ничего не платит. То, что все, что я показываю, это все правда, да, вот. То есть, если я говорю, что лодка едет там 40 км в час, значит, она едет 40 км, я там нигде ничего не муклюю. Вот. По поводу флагмана. С флагманом у нас сотрудничество, там они дают мне лодки, дают мне хорошую цену. Вот. То есть я там каких-то больших денег с флагмана не зарабатываю. Да, какая-то копеечка вот от продажи мне капает, но она не такая, как магазины получают. Вот. Флагман, производство находится вот здесь недалеко в Питере, поэтому я могу туда хоть каждый день ездить, если надо. Вот, и я вот показываю про лодки флагмана, то есть это именно, если лодка плохая, я не буду говорить, что она хорошая, да, то есть я ничего не скрываю, то есть я вот показываю, как есть. И все свои эмоции, если я говорю, что мне лодка нравится, значит, она мне лодка нравится. Если я говорю, что она не очень, значит, она не очень. Ребят, честно, про четырехтактные моторы лично у меня опыта нету. Поэтому я могу сказать все то же самое, что могут сказать пользователи в интернете. Вот. Вернемся к флагману и к всяким скидкам, да. Что моргает? Да, вот тут ребята могут подсказать, если что. Вот. По флагману, то есть я, соответственно, с ними сотрудничаю. Вот скидка 10%. То есть вы получаете, если кто решит заказывать, такую же лодку, как с производства, просто чуть дешевле. Вот и все. Вот. Также еще я сейчас тоже, у меня есть дилерское соглашение с компанией Badger. Это официальный дистрибьютор насосов Браво. Также есть лодки Badger. В общем, зайдите на сайт Badger. Там много всего. У меня есть тоже дилерский прайс.
и, соответственно, я могу брать по очень хорошим ценам. Вот сейчас, допустим, насосы Браво, вот БТП-12, допустим, я могу... Вот у меня можно заказать БТП-12М, дешевле вы точно нигде не купите, то есть по самой низкой цене. То есть он там на Озоне где-то в районе 11 тысяч, я могу такой насос продать за 9500 легко. Даже если будете у меня заказывать лодку, могу еще дешевле, если вместе с лодкой. Ну, тут вот, ну, Сереж, ты не это самое. Вот, поэтому лодки флагман, они, вот если про флагман сказать, это лодки такого бюджетного сегмента, да, то есть они не блещут какой-то идеальными швами какими-то там вот прям вот, это не гламурные лодки, но у флагмана самый главный плюс это то, что эти лодки, во-первых, есть модели, которые, скажем так, не имеют аналогов, например, вот серия ДК, ДК 390 игла, вот кто смотрел, какие она показатели, эта лодка показывает с Yamaha 3, с Tohatsu 9.8, с Yamaha 15. Yamaha 15 на флагмане ДК 390 игла может общую массу вытащить под 700 килограмм. Ни одна другая лодка, ну, может быть, какая-то ДК 300, 410 игла, может быть, сможет. Другие лодки, в принципе, этого не смогут. И это никакое не вранье. Мне там писали в комментарии некоторые товарищи, что там я что-то там рекламирую, что-то там привираю. Не, я честно признаюсь, да, я имею небольшую копеечку от флагмана, но я имею... Да, Михаил, все верно. Yamaha 5 и Yamaha 8, они не ремонтопригодные, но попробуйте вы сначала сломать эти моторы. Yamaha 5, например, да, она едет хреново, но она, этот мотор, он сделан по-взрослому. Там и термостат, там вот идет шланчик этого, ну, как масляный конденсат для того, к подшипникам. То есть по долговечности, я думаю, что Yamaha 5, она Tohatsu точно перекатает. Но опять же, это никто не проверял, но я думаю, что так и будет, потому что тот же самый тепловой режим на Yamaha 5, он более, ну, будет более правильный. Опять же, если термостат не заклинит. Вот. А Tohatsu, он, блин, как топор. Вот, пошел дрова колоть, и все. Но Tohatsu молодцы, они на 5 доработали систему выхлопа, вот, и, соответственно, ну, Сереж, ты это самое, не забивай эфир, не забивай эфир. Да, по ходе, вот если Роквуд пишет, что у него Honda, я, если, кстати, кто там с Питера, с окрестностей, я с удовольствием встречусь, там, покатаемся на ваших моторах, я только за. Но купить себе там еще 10 моторов пока, наверное, не получится. Я думаю, картинка тоже, наверное, не очень, не только звук. У меня старая веб-камера, которая, я не знаю, лет, наверное, 10, наверное, даже больше. Так, ну какие там вопросы еще мне писали, я что смотрю. Так, по Yamaha 8 Enduro. Вопрос тоже интересный. Я очень много времени посвятил на то, чтобы найти этот мотор, либо купить недорого, чтобы потом не потерять какие-то деньги в продаже. Потому что лично мне этот мотор, наверное, не нужен. Вот, сейчас договорю про Enduro, потом про флагман еще скажу. Вот, Yamaha Enduro – это мотор, сделанный на базе Yamaha 8B, это предшественник Yamaha 8C. То есть это мотор, настроенный на, рассчитанный на какие-то вот эксплуатации в суровых условиях. И он не рассчитан на
хорошую скорость, оно рассчитано, скорее всего, толкать какую-то 8-метровую баржу в режиме водоизмещения. Соответственно, у него так все и настроено. То есть на Yamaha 8 Enduro не получить каких-то скоростей. Я говорю, что на Yamaha 8C я разгоняюсь до 42. Вот смотрите, я 100 килограмм вешу, я могу ехать 42-43 на флагмане 330U. А на Yamaha 8 Enduro, если ты выехал из 30, считай, ты уже победил. Вот. Поэтому Yamaha 8 Enduro, почему он до сих пор выпускается? Потому что, скорее всего, этот мотор очень сильно востребован в странах, в каких-нибудь африканских странах. Плюс у него там поворот на 360 градусов. Это, представляете, вот на шаланду повесил, очень легко маневрировать. То есть это мотор тяговый. Он этот мотор не под наши легенькие ПВХшки, да, а под какую-то шаланду на небольшой скорости. Вот африканцев туда посадил, там мулаточек и поехал вокруг там где-нибудь в Индонезии кататься, или там не Индонезия, это уже где-нибудь сомалийские товарищи. Так. Так, по поводу флагмана. На флагман гарантия 2 года. Если вы покупаете лодку через меня, вы покупаете все то же самое, что вы покупаете в магазине. Поэтому 2 года гарантии. У флагмана бывают, нарекания бывают, но небольшие. Вот у меня, через меня купила, наверное, в этом году лодки человек 30 примерно. Только у одного были небольшие проблемы, и все. Ну, насколько я знаю. Привет, Михаил. Поэтому, кто хочет заказать лодочку, да, и сейчас вот у флагмана достаточно сильная загрузка, даже зимой. Я не знаю, почему зимой обычно у них там не очень много, но сейчас вот мне руководство говорит, что на флагмане, Сереж, не скачи, загрузка большая, поэтому кто хочет заказать лодку, именно какую-то нестандартную, то есть зимой вот можно сделать, допустим, лодку из облегченной ткани. Например, вот очень хороший вариант, кому, допустим, тяжело таскать, вот, допустим, взять ДК 370 игла, она будет весить, я думаю, из ткани 850 она будет весить килограмм, наверное, 35. То есть это для одного человека, в принципе, носимый вес. Вот ДК 370 игла на Тахацу 9.8 заменит вам пятнашку, это вот 100%. Вот именно ДК игла серии вот 370, 390, 410, 430, я уже не знаю, там слишком длинная, наверное, лодка, они могут ехать под загрузкой, допустим, 3 человека, как на 9,8, как на 15 силах. Сереж, ну не дурачься. Роквуд. О каком новом комплекте? Так, если бы я оставил один лодочный мотор, наверное, я бы оставил себе Yamaha 8. Из всех своих 7 моторов я бы оставил себе Yamaha 8. Сереж, не ломай там ничего, сейчас у меня тут ребенок. Он так рад, что мы устроили стрим, просто для него это какой-то праздник. Сереж, иди. Иди, скажи привет. Вот для него, знаете, какой праздник? Пониже сядь, пониже опустись. Вот. Скажу, раньше, до того, как я узнал о лодках вот ДК серии игла, я, наверное, оставил бы Yamaha 15. Но имея лодку ДК 390 игла или ДК 370 игла, можно на 9,8 или на 8 кататься как на 15. Поэтому вот имея правильную лодку, 9,8 может заменить 15 сил. Ну, 9,8 и 8. По сути, Yamaha 8 и Takahatsu 9,8, у них мощность очень небольшая, не сильно отличается. Налегке вообще разницы нету. Ну, вдвоем там 1-2 км в час, может быть, получается разница. Что такое пиво? Так, одно пиво кончилось. Надо идти за добавкой.
Попей чай, чай попей. Хочешь чай попей, Сережа, на. Что Нет, водички, чай. Почему ты не купил? Ну, на реврере я не катался, честно. Мне нравятся флагманы. Мне нравятся флагманы. Чем мне нравятся флагманы? Флагманы, они по цене достаточно недорогие лодки. Вот Егор Комаров правильно говорит, Yamaha 8 реально идеальный мотор. Так, iHunter, вопрос, пробовали вдвоем Yamaha 8 Void на глис? Так, про какую лодку мы говорим? Yamaha 8 Void на глис. Про какую лодку? iHunter. Про какую лодку с Yamaha 8 вопрос? Не, ну на флагман 330 вообще Yamaha 8 без проблем вводит. Yamaha 8, по сути, практически не отличается от Tohatsu 9.8. Практически не отличается. Чуть-чуть, может быть, совсем. Вот, ну, грубо говоря, вдвоем Yamaha 8 едет, допустим, 32, а Tohatsu будет 33 или 34. Что-то такое. Ну, или, допустим, вдвоем Yamaha 8 будет 28, а Tohatsu 9.8 будет там 29-30. То есть вот такая вот разница. Да, может быть, Tohatsu 9.8 чуть-чуть на глисе больше вытащит. Может быть. Но я если честно, не проверял. На лодке флагман 390 игла, Yamaha 8. Вот мы ездили в поход. Лодка груженная, целиком груженная. 2 человека, плюс вещей, наверное, килограмм, ну, 100-150. Yamaha 8 вытаскивает на глиссер вообще без напряга. Даже на винте 8,5. Вот, поэтому... Вот я решил, да, по поводу стрима, я просто вот периодически смотрю тоже. Я вообще увлекаюсь, вот помимо лодок моторов, я люблю, ну, вот походы, да. Я вот не классические походы люблю, я вот с рюкзаком куда-то в горы, хотя не знаю, может быть, когда до этого дойду. Я вот когда езжу на рыбалку, я беру с собой, у меня там есть всякие горелки, палатки, я все это тоже люблю, мне все это очень интересно. Вот, поэтому я вот смотрю тоже одного товарища, такой Владимир Чайкин такой есть. Он часто устраивает стримы, тоже ребята спрашивают, он им отвечает, я так подумал, а почему бы мне не сделать в таком же формате? Потому что бывает, люди пишут комментарии, ты там пытаешься что-то ответить, получается какое-то взаимопонимание. А здесь вот я вопрос получил, прочитал, ответил. Если человек что-то не понял, он что-то дописал, я еще раз ответил. Так, сейчас. Дурой. Ребята, обязательно, если спрашиваете, ставьте большими буквами вопрос. Потому что, чтобы я тут 20 раз все не перечитывал. А если вы хотите просто свое мнение высказать, можете его просто высказывать. Так, вопрос. На Yamaha 3, если честно, вот я последний раз выезжал с Yamaha 3 на флагман 380 игла. Я понял, что нормально, даже родной винт нормально эту лодку не раскатывает, там скорость там максимум 17 была. Вот. И у меня с собой были винты. На Yamaha 3 подходят и винты от Yamaha 5. Но я просто понял, что никакого смысла ставить вообще нету. У меня эти винты есть, у меня несколько винтов, но самый идеальный винт на Yamaha 8 это родной оригинальный, на Yamaha 3 я оговорился.
нам уже пиво дает, пиво дает знать. Вот, на Yamaha 3 самый идеальный это родной винт. Вот он, кстати, кому, ребят, нужен Yamaha 3 новый мотор, я не знаю, остался сейчас уже этот мотор или нет. Мне из Беларуси один подписчик попросил купить в Екатеринбурге Yamaha 3 за 80 тысяч рублей там продают. Ну, было 2 штуки, одну я забрал, отправил в Беларусь, вот, одна еще оставалась. Поэтому, если что, я могу оставить контакты. 80 тысяч рублей новая Yamaha 3. Это, конечно, дорого, но вообще Yamaha 3 всегда стоила в районе $1000. Вот, поэтому это даже дешевле. С учетом того, что Yamaha 3 сейчас, в принципе, их сейчас не возят, потому что параллельным импортом возят Yamaha 9.9.15, вот, их возят. Вот, а Yamaha 3 невыгодно тащить ниоткуда, потому что, ну, получается такая наценка. Ну, вот какой человек в здравом уме со светлой памятью купит Yamaha 3 там за 120 тысяч рублей? Но я думаю, никто не купит. Yamaha, ребят, по Yamaha 8 Enduro не ругайтесь. Yamaha 8 Enduro примерно такая же кубатура, как и Yamaha 8. Я сейчас не помню там точные цифры, вот, но там просто концепция мотора Yamaha 8 Enduro, она другая. Этот мотор не заточен на глиссер, да, там толстая нога, плохая гидродинамика. Вот кто смотрел мои ролики или у кого был Yamaha 8, у Yamaha 8 просто идеальная гидродинамика ноги. Почему Yamaha 8 налегке едет даже быстрее, чем Daihatsu 9.8? Потому что, хотя Daihatsu 9.8 мощнее, ребят, я это признаю, но у Yamaha 8 она вот без всяких настроек, я там мотор не поднимал, ничего, она просто, вот она режет воду так, что ни одной брызги, ну, брызг вообще нету. А Daihatsu все-таки чуточку немножко где-то брызгает. Поэтому у Daihatsu, скажем так, потери идут больше, чем у Yamaha 8. Я говорю про большие скорости. Yamaha 8 вообще вот, наверное, что мне не нравится на Yamaha 8, я даже вот сходу... ну вот на Yamaha 8 вот эта собачка, вот эта вот задней передачи, которая блокирует вот этот вот механизм блокировки, вот она разваливается, да, это минус, конечно. Вот. А так, это мотор, скажем так, наверное, он практически идеальный, хотя сделан он очень-очень давно. Как работает Yamaha 8? У меня Yamaha 8 такая, битая-перебитая, ну, в смысле, что я ее там имел очень сильно. Вот он работает чуточку погромче. Когда я купил новый мотор Yamaha 8, когда я его запустил, я просто охренел от того, как он работает. Там вот эта струйка охлаждения, да, контролька, она писает громче, чем работает мотор. Это, ребят, у кого была Yamaha 8, да, вот правильно здесь написал товарищ, что... Сейчас упал орешек у меня. Вот, что я когда купил Daihatsu 9.8, я просто охренел. Daihatsu 9.8 просто вот, я имею в виду по звуку работы, по всему, просто по сравнению с Yamaha 8, просто ведро. Да, просто ведро, честно. Ну, без обид. У меня Daihatsu 9.8, я его себе оставлю, я продавать его не буду, мотор хороший, но все познается в сравнении. Я когда-то давно у меня была десятка, да, там много лет назад, я на ней ездил, вроде ничего, машина не ломается, там она там 16-клапанная была, там вроде там... я на ней, кстати, на десятке разгонялся до 198 км в час. Возьми. Вот. Мне казалось, что это, понятно, что не Mercedes, но я думал, более-менее машина. Я потом сел к товарищу Ford Focus, это давно было. Я просто охренел, мне захотелось свою десятку просто сжечь после этого. Понимаете? Поэтому все в сравнении. Имея Daihatsu 9.8, хороший мотор. Заводится, вот Daihatsu 9.8 заводится всегда с одного раза. Если ты подкачал, я не говорю про холод, про нормальную летнюю погоду, там подкачал, подсосик вытащил, дерг, и вот эти вот такие холостые дергания, то, что там делать, ничего делать не надо, он сразу заводится. Вот. Но, ребята, как он работает, Yamaha 8 это небо и земля. Краска у Daihatsu хуже, да, там вот на Daihatsu 9.8, на Daihatsu 5 колпак можно ногтем поцарапать. А на Yamaha 8, вообще на Yamaha, там идет такой лак, краска такая, в общем, ребят, честно, Yamaha, она и есть Yamaha.
Да, вот тут правильно пишут про Китай. Это китайцы, что творят китайцы, там с ними вообще не это, ну, не угонишься за их этими самыми. Тахацу 9.8, он не тяговый, он как раз тоже, у него, у Тахацу 9.8, у него, он любит обороты. То есть у него не зря, из-за того, что там дефлекторная продувка, Тахацу 9.8, наоборот, он троллить на нем, там рука трясется, он ну, не очень на нем троллить. Тахацу 9.8 как раз любит обороты. Там не зря в заводских параметрах 6000 оборотов стоит. Не, я скажу так, для обычного пользователя, для обычного рыбака такого спокойного, нет, особо разницы, может быть, не будет между Yamaha 8 и Taihatsu 9.8. Я имею в виду, ну вот для таких вот людей, которые, как сказать, которые любят моторы, как дорогую игрушку, естественно, Yamaha 8 больше удовольствия, даст больше удовольствия, чем Taihatsu 9.8. Ребят, пишите только главное слово «вопрос», потому что я читаю. Так, вот человек, привет, Дмитрий, написал бы вопрос, я бы уже прочитал. Как пришел к водомоторному делу? Вообще, водомоторное дело у меня, нет, водное дело, без мотора. Я вот родился в Санкт-Петербурге, жил в Санкт-Петербурге всегда, да, вот надо была дача. Я, наверное, первая своя лодка, отец со мной не жил, поэтому вот первая своя лодка у меня была, вот, я не помню уже там лет, наверное, в 12 я там нашел какую-то лодку, мы там ее с ребятами смолили, то есть 12 лет у меня уже лодка. Дальше 14 лет у меня уже была своя лодка Пелла, я там ее тоже где-то там, не помню, как я ее там раздолбил. Вот, то есть 14 лет я уже на воде, но я был без мотора. Это был Советский Союз, ну 14 лет уже, наверное, был СССР, короче, это уже, наверное, Россия была. В общем, было как бы не до моторов. Вот, а потом, когда я повзрослел, появились деньги, я всегда мечтал о лодке, То есть появилась как бы некоторая сумма, да, для лодки, для мотора. Я купил вот больше 10 лет назад купил себе лодку с мотором, сразу Yamaha 30, чтобы не мелочиться. Поэтому я как бы к этому не пришел, я всегда в этом был. Просто я, ну, финансово там не дорос как-то еще до этого. Вот. А потом дальше все уже покрутилось, завертелось. Вот. Не, ну троллить на 30-ке, конечно, согласен, да. Если мотор висит на трансе, и это 30-ка, естественно, 30-ка лучше четырехтактная, я даже спорить с этим не буду. У меня просто Yamaha 30-ка двухтактная, она у меня для, как сказать, для кайфа, да, там повесить и круги нарезать. Вот. Если бы у меня был бы рип там или какая-то железка, на котором висел постоянно мотор, и, наверное, я бы, наверное, купил бы, ну, четырехтактную 30-ку. Вот Yamaha 15, я бы не стал пятнашку менять там на какую-то пятнашку четырехтактную, наверное. Потому что Yamaha 15, как работает Yamaha 15, все так знают. Ну, понятно, что четырехтактная может еще потише, но там разница не такая. А как я пришел к 8 моторам, понятно, что нормальному человеку 8 моторов не нужно. Я думаю, что простому человеку, да, такому даже увлеченному, 3 моторов за глаза. А у меня 7 моторов, потому что, ну, видите, я чем занимаюсь. Мне просто необходимо, чтобы все это снимать. У кого-то брать мотор на денек, это все не то. Нужно иметь свой мотор, чтобы ты его почувствовал, чтобы ты его как бы вот ощутил, да, либо полюбил, либо возненавидел. Лодки хранятся у меня в квартире в сдутом состоянии. Гаража у меня нет. У меня есть целая комната, в которой лежат лодки, моторы,
и различное рыболовное снаряжение. Что? Не смешно. Так, Сереж, аккуратно. По поводу масла в редуктор. Самое лучшее – это открыть инструкцию и прочитать. По поводу втулок там и всего остального. Можно, наверное, лить GL4. Я всегда во все свои моторы масло-редуктор лил оригинальное Ямалю. Вот. Но в последнее время, я говорю, я его не меняю. Вот сейчас зима наступит, я повешу моторы. Я немножко сливаю чуть-чуть. Смотрю, если там ничего нет, просто заливаю до верхнего контрольного отверстия и все. Вот, поэтому я меняю по моточасам. У меня есть специальная табличка, я смотрю, сколько мотор накатал. Когда ходит там часов за 100, наверное, или сколько там, я уже не помню, в районе 100 часов надо менять. Вот. Но просто у меня некоторые моторы выезжают за сезон 1-2 раза, зачем мне масло менять? Главное посмотреть, чтобы воды не было. Но так как у меня все японцы, эмульсию я видел на Ямахе 30 один раз, чуть-чуть у меня было эмульсии. Вот. Но, скорее всего, это плохо прокладки, я плохо протянул, потому что я потом масло поменял. Вот, и прокатился один раз, слил чуть масла, уже эмульсии не было. Я уже испугался, что сальники пришли в негодность. Нет, я просто не дотянул прокладки, вот и все. Так, сейчас я почитаю, что. Так, по поводу травления. По поводу травления лодки. Самый лучший способ не побояться взять, качнуть где-нибудь 0,35, даже 0,4 бара дать давление, хорошее давление такое прям, хорошее. Потом намылить губку и везде смотреть. Вот. Если нигде ничего нет, соответственно, ну вот у ДК, кто с лодками ДК флагманом общается, да, понимает, моргает немножко, камера, конечно, дерьмо, ладно. Вот, там идут такие фальш-панели, фальш-борта, вот там под ним есть шов, вот он может в теории сифонить. Но вот это вот единственный момент. Если больше нигде вы не нашли, потому что дырочка может быть такая, что при нормальном давлении вы даже не увидите этого. Нужно накачать вот 0,4, вот не полениться, дать 0,4, не рванет лодка, ничего не будет. Вот. И потом мыльной губкой. Так, что почитал? Нифига, кто-то меня даже видел где-то. Где видел меня Сережа Гражданский? Не, ребят, если меня кто-то где-то увидел, я могу пообщаться без проблем. Почему не пошел? Так, по маслу мотор. Если кто смотрел мой канал, видели, что я испытывал масла. Вообще я вот с самого начала всегда катался на Ямалюбе, который я покупал именно у официального дилера. Все эти вот долгие годы я так делал. Но сейчас у нас, понимаете, да, какая обстановка. Вот. Я думаю, что в принципе можно кататься даже на Лукойле, потому что двухтактный мотор, он как бы все стерпит, да. Но если вот хочется для успокоения, естественно, лучше брать в проверенных местах. Кстати, вот магазин Zipmarine, то, что вот там я говорю, в принципе, это хороший магазин, да, вот без всяких вот преувеличений. Вот. И, кстати, там на Zipmarine есть матюль оригинальный, я вот себе брал, проверял, там у них на самом деле оригинальный матюль. Вот, я просто сейчас уже себе масла столько набрал для этих тестов, что я уже, наверное, лет 5 масла покупать не буду, точно.
Так, вопрос. Флагман Сан-Степан. Флагман 350 с Yamaha 9.8. Так, если мы говорим про классический флагман 350, у меня была такая лодка, и тогда Тахацу 9.8 у меня тогда не было. В одного Yamaha 8 выдавала, по-моему, 35 км в час. А по массе, вот на Yamaha 8, на флагмане 350, на Yamaha 8, мы вдвоем с сыном, как раз вот я на Валам ходил на Yamaha 8, вдвоем, Сереж, блин, не ломай там ничего, у меня ребенок, конечно, с ума с меня сведет. Вот. Так, сейчас скажу, сколько будет. На Грису, смотрите, да, Yamaha 8 на флагмане 350, вот 2 человека, и плюс еще, наверное, килограмм, наверное, ну, около 100 вещей. Ну, в общем, где-то, ну, может, поменьше. В общем, Yamaha 8 на флагмане 350 общую массу где-то 330-350 килограмм выводит. Вот. Если нужен большую массу выводить на глиссер, на 9.8 или на восьмерке, лучше, ребят, лучше, чем ДК 390 игла или ДК 370 игла, лучшей лодки просто не существует. Поэтому вместо флагмана 350 я, наверное, взял бы ДК 370 игла. Вот честно. Ну, если под фальш-панелями, реально под фальш-панелями спускает, то, наверное, я бы отправил на завод, либо к другим таким вот специалистам по лодкам, потому что, наверное, я бы сам отдирать бы. Да вообще, в принципе, ремонт лодок – это вещь такая, как бы, ну, непростая. Маленькую дырку заклеить – это ерунда, а если сифонить шов, ну, это надо разбирать шов и его переклеивать. Там просто подмазать жидкой латкой уже, ну, это ерунда все. Сережа Гражданский. Сережа. Отвечаю Сереже Гражданскому. За техникой слежу, ну, почти, ну, вот, если мы говорим про лодочные моторы, они у меня хранятся дома, за ними следить особо не надо. Помыл, ой, орешек улетел. Помыл и убрал. Какой-то специального какого-то обслуживания я не делаю, честно. Вообще двухтактный мотор, он особо обслуживания не требует. Если он чистый, грязь убрал. Ну еще раз там в несколько сезонов приходится редуктор эти, тавотницы шприцевать. Так, по поводу старого масла, которое лежало в гараже 13 лет. Если канистра была закрытая, я думаю, ничего не будет точно, потому что, ну, в крайнем случае можно чуть пожирнее просто налить масло. Я где-то... ну, кстати, если канистра открытая, 13 лет, ну, наверное, я бы побоялся. Вот именно открытую канистру. Закрытой точно ничего не будет. Вот открытый, наверное, вопрос. Да, Yamaha 5 и Tohatsu 5 мои моторы. Я для себя сделал такой вот как бы такую формулу, что чтобы нормально понять мотор по-настоящему, мало одного раза прокатиться. Его надо вот дома потрогать, пощупать, покрутить. Только тогда можно понять, что это за мотор. Так, Заржевский Вадим, вопрос: тяговый мотор, какой лучше на ПВХ-лодку? Интересует груз таскать 500-600 килограмм. А лодка какая? И какая скорость нужна?
Вообще на водоизмещающую лодку достаточно одной лошадиной силы на тонну, если мы не говорим, если без течения и без ветра. То есть Yamaha 3 может толкать, на полном газу 3-тонную баржу. Но это без течения и без ветра. Поэтому вот если на 500-600 килограмм, то 3 лошадиные силы вообще без проблем. Я один раз на Yamaha 3 ходил, мы ходили не на Валам, там на Зеленцы, у нас в Ладожском озере. Вот, и что-то я ходил на 30-ке, а мы, чтобы там кататься вокруг островов, я повесил 3. Началась сильная волна, и мне лень было переставлять моторы, на волне мне это уже было не делать никак. Лодка была груженная, огромная лодка, Корсар 430 Pro. И мы на Yamaha 3, она километров 7-8 едет, и мы доехали до дома. Долго ехали, правда, но доехали. Поэтому под 500-600 килограмм 3-сильного мотора вообще за глаза. Если про водоизмещение мы говорим. Вот на Альтаир 450, если 500-600 килограмм и скорость не нужна, вот просто чтобы ехала, можно брать, хорошо, если боишься 3, бери 5 и вообще без проблем. Запомните простую формулу. 1 лошадиная сила на тонну. Это если не брать волну, не брать ветер. И течение не брать. Все равно в водоизмещающем режиме вы больше 8-9, 10 километров в час вы все не поедете. Там можно крутить хоть на полную, толка все не будет. Да, вот можно взять какой-нибудь Suzuki 2,5 4-тактную, чтобы, так как если это промысел, меньше топлива. Но единственное, я не знаю насчет ЮБ. Вообще, мое такое мнение, это лично мое мнение, самый лучший маленький мотор, это Yamaha 3. Я пробовал Tohatsu 3,5, и эти Mercury, они вообще рядом не стоят. Но Yamaha 3 дорогой мотор. Народу, конечно, немного, всего 12 человек, но все равно, наверное, есть смысл проводить стримы. Вообще, по поводу новой техники, бэушной техники, я за свою историю, покупал всего 3 новых лодочных мотора. Это Yamaha 3, первую, не то, которая у меня сейчас, другую. Yamaha 3, Yamaha 30 и Yamaha 8. Все остальные моторы я свои, товарищам, я брал БУ. То есть не нужно бояться БУ техники, потому что, понятно, надо с умом, подходить к этому. Но японский лодочный мотор ушатать достаточно сложно. Yamaha, конечно, она ценится. Всегда. Yamaha всегда тяжело найти. Это было всегда. Даже покупать Yamaha, я еще покупал, у меня Yamaha 15, я ее покупал
по-моему, в 2019 году или в 2018, сейчас не помню, по-моему, в 2019. Я замучился, у меня были деньги на новую Yamaha 15, но я как-то почему-то вот хотел, ну, сэкономить. Я просто понимал, что, может быть, рано или поздно этот мотор продам, потому что вот я покупал этот мотор, скажем так, больше для, вот, для роликов, для всего вот этого. Вот. И я замучился искать эту Yamaha 15 бэушную. Просто я полгода долбил Авито. Но это был, правда, зима. Там зима. Вот. Я начинаю вот с осени до февраля, до марта. Не полгода, поменьше немножко, там месяца 4. Вот. Я замучился его ловить. Я купил Yamaha 15 за 85 тысяч при цене новой, по-моему, 115. Что-то такое. Ну, там разница была не очень большая. Вот. Но у меня мотор был в идеале. Вот. Но сам факт. Даже в те времена. Сейчас Yamaha 15 хорошую, я думаю, дешевле, чем за 170. Ну, за 160, наверное, не купить. Ну, только если очень повезет. Вот. Кстати, ребят, кто с регионов, в принципе, могу, ну, там, за какую-то небольшую плату помочь подобрать мотор в Питере. У нас в Питере моторов много, поэтому у меня опыт тоже, в принципе, такой по подбору моторов присутствует. Вот, поэтому я купил себе несколько моторов, 4 бэушных, и там товарищам мы брали, там 2 товарищам, поэтому и ни разу я не ошибся. Поэтому в регионах, понятно, что в регионах очень тяжело купить, там в каких-то небольших городках, особенно если на воде находится населенный пункт, там все моторы уезженные, а если не уезженные, то он будет стоить космос. Yamaha 5.4 такта я, конечно, не катал. Вот. Я почему, ну, вот к маленьким четырехтактникам я отношусь, ну, как сказать, очень, ну, не негативно, а я их просто не понимаю. Если вот маленький четырехтактник, в моем понимании, он нужен в 2 случаях. Либо если такой троллинг, такой просто вот постоянный троллинг вообще без перерыва, да, либо когда какие-то длительные походы на маленькой скорости, где нужно экономить топливо, вот где вот реально нужно экономить топливо, где там каждый грамм там на счету и все такое. Ну, либо какая-то коммерция, да, где тоже топливо экономит. Во всех остальных случаях в этом маленьком четырехтактнике, ну, в нем смысла нету просто. Так что, ребят, там контакты мои есть. Если реально кому-то хочется купить мотор, я могу помочь в Питере подобрать мотор зимой. По поводу БУ моторов, хороший мотор, его видно сразу. Вот я обычно как делаю? Я вот выбираю себе БУ мотор где-то на Авито. Я пришел, посмотрел на мотор, посмотрел на хозяина. И если какие-то вопросы у меня есть, я развернулся и ушел. Я даже не буду смотреть этот мотор. А если все нормально, ты смотришь, дальше, как правило, все нормально. Я покупал Тахатсу 9.8, меня хозяин пригласил домой, накормил меня там, напоил чаем. Мы там с ним там сидели, наверное, минут, какой там, час целый беседовали. У него там была ручка погрызана, ну, заводилка. Он мне показал котик, у него котик, который любит есть пластик. Он говорит, что он принес домой этого котика, точнее, мотора, и котик сразу же впился в этот мотор. Вот. Ну, не будет такой человек тебе туфту впаривать. Вот. Потом я этому, забыл, как его зовут, блин, уже просто столько людей у меня тут, я забываю. Вот. Этот человек потом я ему лодку по дилерской цене подогнал за то, что мне подогнал хороший мотор. Вот. Поэтому, как, знаете, такой Зверев, Андрей Зверев говорит, надо смотреть в первую очередь не на мотор, на человека. А это если первый хозяин. Если, конечно, хозяин второй, ну, здесь уже смотреть надо еще более внимательно. Но я стараюсь покупать мотор от первого хозяина. Уже 15 человек. Ну, тема БУ моторов, это, конечно, можно еще обсудить
Что лучше, БУ японец или новый китаец? Вот честно, я считаю, что лучше новый новый японец. Не, лучше БУ японец, но БУ японец, хороший БУ японец. Не ведро, которое там ушатывали, а хороший БУ японец. Естественно, будет лучше, чем новый китаец. Это я никому не продался, там китайцам не продался, так что я говорю честно. Но если варианта купить БУ японца нету, ну, что делать? Приходится брать китайца. Так, Вадим, а в какой мощности вопрос? В какой Ямахе? В какой мощности? Мощность нужна. Так, и Игорь Лоськов. А сколько грузишь? Надо же массу знать. Может, там такая масса, что уже круто. Вадим, можно на ты, да, ребята? Ну, здесь у нас такой узкий круг, наверное, здесь уже можно не на вы, здесь уже можно на ты. Вот все, кто здесь собрались, уже можно на ты, у нас здесь такая теплая атмосфера, поэтому можно на ты. Вадим, вопрос вот задал, про какую мощность мы говорим? Нет, ну до 9,9. Тахацу 9,8 отличный мотор, вот честно. Если позволяют средства, либо там нашелся хороший бушный Тахацу 9,8, можно смело брать, даже не думать. Если про малышей говорить, самый лучший малыш это Yamaha 3, по моему мнению. Если пятерки, если мы говорим про водоизмещающий режим, если вот про пятерки, да, у меня был ролик, вот кто смотрел, кто не смотрел, посмотрите, про пятерки. Вот если брать водоизмещающий режим, если глиссер не нужен, я бы из двух пятерок взял бы Yamaha. Вот Yamaha пятерка мне нравится больше, чем Takahatsu пятерка. Но она не едет, А если нужен глиссер, то однозначно Takahatsu. Ну, Takahatsu, Mercury, Nissan, все вот это вот. Да, Игорь, если на 11 винте чуть-чуть не хватает, то можно поставить 10 винт. Это очень сильно помогает. 9 я бы подумал. Вообще надо пробовать. Это вот такой момент, конечно, пограничный. Я бы попробовал. Я, кстати, я в этом сезоне просто не успел. У меня очень много винтов от GL Marine. Вот на сайте Zip Marine можно заказать эти винты. Винты GL Marine хорошие, честно. Вот. Я просто не успел в этом сезоне сделать. У меня был тест винтов на Yamaha 15, но все винты были оригинальные. У меня 5 оригинальных винтов, нет, вру, 4 оригинальных винта у меня на Yamaha 15. И у меня сейчас есть 5 винтов GL Marine на Yamaha 15. Я просто в этом сезоне не успел их протестировать. В следующем сезоне, обещаю, будет тест. Вообще для Yamaha 15 на стандартной лодке 500 килограмм это уже хорошо. Если у вас 600, то ставь 10 винт. Игорь, ставь 10 винт. 9 может просто уже в перекрут уходить. Его начнет проскальзывать. Хотя, наверное, лучше с 9 попробовать. Может быть, и ничего, 9 будет. Takahatsu 9,8 супер мотор, честно. Вот. Но Yamaha 8 она лучше. Но просто Yamaha 8 она для вот этих, для чуть-чуть куку, для гурманов, для всего остального, да. Если с головой все в порядке, можно брать Takahatsu 9,8, даже не думать.
О, уже 17, 16. Тоже хороший. Блин, пива мало взял. Ну ладно. Ничего. Так, Егор Комаров на Ямаха. Это кому вопрос? На Ямаха 15? Ямаха 15 на лодке флагман 380 игла, не ДК. Просто 380 игла, 51,5. Ну, 51 прямо четко. 51,5 там до 52. Вот ролик у меня есть. Но ДК, не ДК, это просто флагман 380 игла, это вообще вот для скорости, это вообще супер лодка. Наверное, флагман 380 игла, это, наверное, самая скоростная лодка, которую вот я пробовал. Я в интернете не смог найти быстрее лодки. Есть лодки быстрее, чем флагман 380 игла, но это такие уже специальные лодки, которые там строятся под какие-то там вот, есть лодки пуля, там и чисто гоночные лодки, которые стоят безумных денег. Флагман 380 игла, бюджетная лодка, вешаем Ямаху 15 и шпарим 50 км в час вообще без проблем. Ну, опять же, надо только уметь ехать 50 км в час, потому что те, кто ездил вот на ВВХшках полтинник, тот понимает, о чем я говорю. Потому что можно убраться вообще только на раз. По поводу шаговой горки, кстати, вот эти все люди... По поводу управляемости 380 игла. Лодка управляется очень-очень остро, да, то есть это лодка, но в одного человека ей можно вообще вот так вот закладывать повороты, она прям, ну, лодка такая для фана. Сажаешь второго человека, такой резкости уже нету, но 380 игла вообще очень классная лодка. У меня в своей пользовании лодки пока такой нет, но я, наверное, за зиму финансов так поднаберу и, наверное, себе такую лодку куплю. «380 игла» вот под пятнашкой просто такая ракета. Самое интересное, вот кто не смотрел ролик по 380 иглу, на Ямахе 15 380 игла в 2 человека едет, по-моему, 45 или 46. В 2 человека. Да, я там садился на дно, но ребят, все равно 45-46 вдвоем, 180 килограмм загрузка. Я не думаю, что какая-то лодка так же поедет. При том, что я там какие-то настройки не проводил. Вот у меня стандартный мотор, стандартная лодка. И все. Вопрос. Так, честно, в планах у меня, я давным-давно хотел купить себе там большой, когда еще цены были совсем другие, у меня были планы построить себе дом с гаражом и туда уже нормальную лодку покупать, я имею в виду такую корпусную, но планы пока я до них не дошел, вот, соответственно, мне просто хранить это негде, вот, и денег сейчас на это пока нет. Но от ПВХшек я все равно не откажусь. То есть ПВХ-лодки, они все равно могут дать то, что не может дать ни один жесткий корпус. Например, вот я езжу на Черное море периодически, да, я беру с собой вот 330 у меня была вот лодка флагман 300. Я в бокс в машину закинул, трешечку кинул и уехал на Черное море без всяких прицепов, без всего. Там подъехал, все это надул и поехал Ставриду дергать. Там бедные мужики, которые с женами приехали, лежат там на пляже, пузо греют, не знаю, чем им заняться, а я целый день ловлю рыбу. Они вокруг меня ходят, облизываются. Вот и все. А нет, можно, конечно, на прицепе через всю Россию лодку катить, но как бы это то еще удовольствие. И плюс еще, где я спускаюсь, там, допустим, слипов нету никаких. Где я лодку спускаю? Я приехал с прицепом, ничего мне с ней делать там, на берегу. А эту я чпоньк на плечо кинул, она мне целый день на берегу там лежит на Черном море. Я с палаточки с утра вышел, глаза протер, Ямаху трешку прынг закинул, и через полчаса я уже эту Ставриду дергаю. Поэтому даже при наличии там риба, там жесткого корпуса, легенькая маленькая ПВХшечка под 9,8 там или под трешечкой, это для такого активного рыбака, активного отдыхающего, это все равно незаменимый комплект.
На большой скорости, большая скорость это сколько, вот, Егор? Большая скорость сколько? На 50 километров в час на Ямахе, на флагман 308 стекла надо сидеть, блин, как по струнке. Потому что, 50 километров в час это 50 километров в час. Чуть дернулся и нафиг улетел. А до 40 километров в час вообще без проблем. До 45, это Егору я отвечаю, Егору Комарову, до 45 308 стегла хорошо себя ведет. Вот после 45 надо быть очень аккуратным. При наработке 50-60 часов мотор будет как новый. У меня вот здесь вот лежит Yamaha 30 2012 года. У нее наработка 100 часов. Она, вот сейчас ее повесим, можно ее как новую продавать. Но есть там пару коцок небольших. Поэтому брендовые моторы, они через 20 лет будут как новые, если их хранить дома в чехле и, пользоваться по назначению, по нормальному. Насчет вездехода, это не мой лишь, это у ребят. Я как-то вот все так мне не получается на вездеходе покататься. Может быть, зимой поедем, не знаю пока. Этот вездеход, эта техника не моя, да, то есть я не могу так углубиться, вот как в свои моторы, например, да, вот, поэтому уже не получается такого качественного контента, да, так вот, чисто уже такой взгляд со стороны. Может быть, пойдет, посмотрим. В сезон я плохо прочитал. Не, если 50-60 сезон, то получается за 15 лет уже прилично, да, там по 1000 часов. Но все равно у двухтактного мотора на нормальном масле, я думаю, что часов 2-2500 это минимум. По поводу китайцев. Вот у меня был там на Хайде 9.8. Китайцы сейчас неплохие, да, но честно, себе я не куплю китайцев пока. Вот. Пятерка Парсун это копия этого самого, по-моему, Тахатсу, да. В принципе, неплохой мотор, наверное. Главное не брать вот копию Ямахи. Потому что если Ямаха пятерка не очень, то Тахатсу, то китайская пятерка по образу Ямахи будет еще хуже. Уже 20 человек. Я буду, вот, допустим, у меня есть возможность, да, снять какой-нибудь Хайди пятерку, да, но у меня, вот, допустим, с компанией Global Marine, да, которая Хайди торгует, у меня с ними хорошие отношения, и я не хочу им портить. Вот, я не хочу им портить, да, то есть вот я могу обосрать Хайди пятерку, я просто могу его уничтожить на видео, да, но я не буду этого делать, потому что, люди со мной плотно общаются, да, дают какие-то мне бонусы. Вот винты, например, да, то, что я катаю винты. Эти винты мне Global Marine дал бесплатно, да, но, причем, заметьте, они мне дали винты, но у меня с ними не было договоренности, что я буду что-то придумывать, что-то накручивать. Они мне сразу сказали, снимай как вот тебе нравится, да, по-честному, да. Если Г, значит Г. Люди адекватные, поэтому специально топить я их не буду. По поводу соленого водоема. Вот я на море езжу, да, периодически, на Черное. Я вот Ямаху трешку свою, или восьмерку, на восьмерке я тоже ездил на море. Я каждый день, каждый вечер, вот я лодку достал на ночь,
я кидаю ее в ведро с водой, с пресной и промываю. Каждый день, может быть, не обязательно, но я вот делал каждый день мыл. Я там общался с местными ребятами, кто на гидроциклах. Вот один товарищ, который гидроцикл забил болт, не опреснял, он у него сезон откатал и сдох. Гидроцикл, ну, именно на соленой воде. По уму нужно каждый вечер опреснять мотор. Да, все верно, Великая Россия. Лучше каждый раз. Хуже не будет точно, потому что я восьмерку разбирал свою, когда я ремонтировался. Там я на восьмерке ездил 2 раза на море, там и то были отложения небольшие. Небольшие немножко, но были соливные. Соль это такое дело, забьет каналы все, и потом фиг вымоешь. Так, ну давайте, ребят, вопросы еще пишите, чтобы было что рассказать. По поводу Suzuki 4 такта. Я не катал, не буду ничего там. Вообще Suzuki, по моему личному мнению, они, конечно, слабее, чем Yamaha. Я имею в виду слабее по... Ну, Yamaha, она есть Yamaha, да. Вот у товарища была Suzuka 9.9 2 такта. У меня там ролики есть, я ее там вдоль и поперек катал. Мотор хороший, да. Если выбирать между китайцем и Suzuki, естественно, я бы взял Suzuki. Но если выбирать между Yamaha и Suzuki, я бы взял Yamaha. Suzuki сделан проще, да, то есть вот Yamaha, чем она еще? Yamaha, она, Suzuki, он близко к Tohatsu, и то Tohatsu, мне кажется, лучше, чем Suzuki. То есть Suzuki, он такой более простой мотор, да, то есть они по некоторым вопросам, на котором Yamaha заморачивается, Suzuki они не заморачиваются. Это я говорю про 9.9 2 такта. Про большие моторы четырехтактные я не могу ничего сказать, может быть, там другая ситуация. Вот. То есть, но Suzuki 2 такта, он легче и он дешевле. Но то, что там вот про Suzuki 9.9 15, то, что там говорят, что он там кубатура там у него какая-то, может, в какой-то случай он там где-то там чуть-чуть на глиссер больше вытянет, но это опять же по таким вопросам. Но вообще есть специальные уши для опреснения. Можно вот шланг подсоединить, опреснить, либо ведро надеть. Ну, как бы по поводу опреснения каждый сам решает. Но я, например, опреснял каждый вечер. Каждый вечер опреснял мотор. Мне так просто спокойнее было. Так, я сейчас, наверное, отойду на секундочку в туалет. Но пока подумайте, какие вопросы еще. Так, все, я вернулся. Я вернулся. Так, ну что? Почему мало? Ну, как, с Yamaha, а я объясню, почему тестов на Yamaha 8 мало, потому что такой мотор, получается, он не для каждого, да. Я все-таки стараюсь делать контент, который
который все-таки больше подходит для широкой аудитории. Yamaha 8 у меня на канале достаточно много, если кто, у меня там целый плейлист есть Yamaha 8. Поэтому у меня и обзор есть на Yamaha 8, и там, ну, роликов 10, наверное, с Yamaha 8 точно у меня есть. Вот. Но Daihatsu 9.8 я стараюсь сейчас чаще использовать, потому что это все-таки мотор более народный, и как бы людям интереснее все-таки смотреть про этот мотор. Так, про Yamaha 8 Enduro я отвечал, но отвечу еще раз. Yamaha 8 Enduro – это мотор, рассчитанный на тягу. Он сделан не для скорости. Он сделан, чтобы тащить большую шаланду. Там, причем у Yamaha 8 Enduro выхлоп такой же, как у Yamaha 5. Соответственно, берется большая шаланда, да, и, грубо говоря, 10 африканцев, и они пошли километров 8-10 в море куда-то, или не знаю, куда еще они могут пойти. На другой какой-то остров. Вот, поэтому Yamaha 8 Enduro, вот она, этот мотор, он не рассчитан на скорость, он рассчитан на тягу. Там даже винты все тяговые, там, я сейчас не помню, какой шаг винта, но... Да, я с Егором согласен, Yamaha 8C это просто шедевр. Говорят, что, я честно сам не изучал этот вопрос, но Yamaha C, он вроде скопирован с какого-то Эвенруда, вот, или Джонсона, Yamaha 8C, они очень похожи, там такой скошенный колпак идет, вот, на Yamaha 8C, свет просто мешает, сейчас я поправлю, вот, Daihatsu, вот именно, если брать как бы ощущение от мотора, удовольствие от мотора, Yamaha 8C, конечно, на голову выше, чем Daihatsu 9.8, но вот имеем, что имеем. Но те, кто хочет Yamaha 8C, если встречается хороший мотор бэушный, не бойтесь покупать, их ушатать. Я вот сам свою Yamaha 8, я его топил, я его перегревал, до клина перегревал, и нифига ему не стало. Я могу ответить, почему перестали покупать Yamaha 8C. Я разговаривал с дилерами Yamaha, когда, по-моему, году в 15 я разговаривал, цена на Yamaha 8C и на Yamaha 9.9.15 отличалась на 10 тысяч рублей. Там Yamaha 8C стоила что-то 105, а Yamaha 15 115. Вот вы какой мотор купите? Я думаю, Yamaha 15, наверное, за 115 или Yamaha 8 за 105. Вот и все. Поэтому на 100 проданных моторов Yamaha 15 было 2 мотора восьмерки. И самое главное, что в Европе двухтактные моторы запрещены. Куда их еще, эти моторы, поставить? В Африку? Африканцы любят Yamaha 8 Enduro. Вот. Поэтому, соответственно, моторы просто их делали, да, но они потом не продавались, потому что Yamaha 8, которая вот у меня, я ее купил в 2015 году, а производство на 12 или 13. То есть мотор 2 года висел просто тупо в дилерском центре, никто его не покупал. Вот. Поэтому, и, соответственно, японцы не дураки. Если прекрасный, шикарный мотор, а его не покупают. А дешевле они сделать не могут, потому что разница вот между Yamaha 15 и Yamaha 8 с точки зрения производства ее практически нету. Но металла чуть поменьше, вот и все. А детали все те же самые, просто они более маленького размера. Поэтому и получается, что Yamaha 8C, ее не покупали. А Yamaha 8 Enduro ее покупают. Ее покупают африканцы, вот эти все страны, где плохой бензин, где требуется вот именно таскать вот эти шаланды рыболовные, да, на маленькой скорости. Yamaha 8 Enduro для таких условий значительно лучше подходит. Там поворот на 360 градусов маневрировать легче. Ну, здесь я просто вот, если для какой-то шаланды большой вешать, Yamaha 8 Enduro будет намного лучше. Вот. А специально для России, для 10 человек, таких вот больных людей, которые вот любят Yamaha 8C, никто не будет держать конвейер. Вот и все. Да, Suzuki, вот Егор пишет правильно, Suzuki, он более бюджетный, чем Yamaha. Я как-то шел, снимал мотор вечером,
ну там на рыбалке, на островах, и что-то как-то решил снять Ямаху на ночь, шел, споткнулся там и стал падать, и вот упал с этим мотором, грубо там на песок, камни, и у меня просто две маленьких там коски на колпаке, там, ну, на корпусе. Если бы я уронил вот так вот Сузуки, я не знаю, там, наверное, ничего бы от этого не осталось, как называется, от корпуса. Поэтому... Николай, привет. Давай вопрос, Николай. Если ты новенький, задавай вопрос. По поводу бензина 95-й, 92-й. Посмотрите, у меня есть целых два ролика. Я катал на Ямахе про 95-й бензин, 92-й, и на Тахатсу. По моему личному мнению, для двухтактных моторов 92-й за глаза. 95-й бензин нужен для высокофорсированных моторов, где степень сжатия большая. На двухтактных моторах она там, я сейчас не могу говорить цифры, но она там достаточно низкая. Поэтому 92-й бензин и париться даже не надо. Вон правильно Егор пишет. Это все неграмотные товарищи пишут, что 95-й там чем-то он там лучше, ничем он не лучше, просто присадок в нем больше и все. Для высокофорсированного мотора действительно нужен 95-й бензин. Там даже иногда 98-й. Ой, мамочка упала. Даже 98-й. Сейчас, тут секунду. Так, по поводу 9,9, который 18-20. Честно скажу, я лично не катал эти моторы. Вот я, может быть, договорюсь с Global Marine, чтобы они дали мне мотор, там, либо у кого-то найду. По опыту пользователей скорости вы больше не получите. Возможно, получите просто большую массу на грисе. Вот и все. То есть хорошая пятнашка, она едет, я имею в виду Yamaha-образная пятнашка, Yamaha там, или копия, она по скорости будет не сильно отличаться. Налегке, я говорю. Налегке, чем 9,9, 18, 20. По глисе, по массе на глисе, скорее всего, конечно, 9,9, 20 поднимет больше. Но вот если мы берем максималочку налегке, максималка налегке на пятнашке будет отличная. Так, сейчас Николай отвечу. Николай, а какие задачи, Николай Артебякин, какие задачи преследуются вот под пятерку? Мне нужно, чтобы понимать, какая нужна лодка, я должен понимать, один человек, там, два человека, тяжело носить, не тяжело носить. Вообще на пятерке, пятерка, какая пятерка-то? А почему пятерку хочешь брать? Бери 9,8 сразу. Либо 9,8 тяжело. Ну если уже имеется. Таяма 9,8, насколько я знаю, это аналог Тахатсу. Таяма 5, это аналог Тахатсу 5. Если не боишься чуть-чуть больше массы, флагман 380 игла отличная лодка под этот мотор. 380 игла. Можно взять 330У. Но 330У будет чуток похуже по скорости. 380 игла на пятерке едет. Вот у меня тест есть 30 км в час в одного человека. Вот я такой, видите, нифига не маленький. 100 килограмм. Вот. 380 игла на пятерке, Тоха подобный, 30 км в час.
Серега Гражданский, почему четырехтактный мотор не люблю? Честно, я просто, вот если мы говорим про маленькие четырехтактники, про маленькие там 5 сил, 9,9, вот эти все маленькие, да, а вот которые уже 15 сил, они все уже тяжелые и дорогие и все такое. Вот. А если мы говорим про пятерки 9,8 четырехтактный, так 9,8 четырехтактный, он как пятнашка весит. Как бы, ну, не вижу просто смысла таскать тяжести, платить больше за сам мотор. Ну, даже, наверное, самое главное именно тяжести. $380 игла со скидкой будет. Ну, можешь взять 330У. Сейчас флагманы, правда, подорожали на 3%. Поэтому и еще подорожают. Обещали. Так, 380 игла. Я сейчас могу посмотреть. Мне просто новый прайс не прислали. 10%, Егор, отнимай от цены на сайте, которая стоит. И получишь цену, которую я могу предложить. Сейчас я могу прямо сейчас сказать. Сайт открою. Просто прайс оптовый мне не прислали, а ну, можно посчитать так на скидку. Я сейчас скажу, прямо сейчас скажу. Я думаю, да, флагман 380 игла с Yamaha 8 поедет примерно так же, как Tohatsu 9.8. Tohatsu 9.8 на 380 игле в одного едет 40. Ну, Yamaha 8, может быть, будет 38. Вдвоем там, по-моему, в районе 35-36. Но Yamaha 8 будет чуточку помедленнее. Вот Yamaha 8 на 380 игле будет, наверное, где-то, ну, 34-35, я думаю, точно будет. Сейчас я скажу по стоимости. Тут как бы все. — 350 иглу, про ДК идет речь, да. Вот сейчас в проекте, ну, просто сейчас флагмана большая загрузка, сейчас они разгребут свои вот эти крупные дилерские заказы. Просто у них сейчас большая очень загрузка, и они не могут сейчас вот эти проекты делать пока. Сейчас отвечу, сколько будет стоить 380 игла сейчас. Так, 380 игла сейчас стоит 49 400, отнимаем 10%. Вот прямо сейчас калькулятор возьму. Так, 49. Ну, сейчас подорожали, вот, к сожалению, все подорожали, не только флагманы. 49 400 минус 10%. 44 460. Ну, получается, 380 игла будет стоить с моей скидкой 44 500, грубо. Но, ребята, вот честно, 380 игла, я смотрите, смотрю на камеру, да, и, соответственно, врать не буду. Эта лодка просто вот в каком-то отношении ей равных просто нету, да. Самый главный плюс у 380 иглы, то, что ее один человек, ну, здоровый, я не говорю про больных всяких, которые не могут, да, ничего поднять. Вот. Она выше всяких похвал. 330У, сейчас скажу, сколько будет стоить. Ну, вообще вы можете просто на сайт зайти, посмотреть актуальную цену, отнять 10%. Вот, ну, чтобы вам не заходить, я сейчас сделаю все сам. Так, 330У сейчас без скидки стоит 41 900. Лодки подорожали на 3%. Так, сейчас скажу.
41 900 без скидки, минус 10%. 37 700, 330 У получается. Но, ребят, имеем в виду, что вот такая цена будет сейчас до Нового года. После Нового года, скорее всего, еще будет подорожание, к сожалению. Вот, 37 700, 30, 30, 330 У с моей скидкой. По поводу 95-го бензина, я вот пробовал, катался на 95-м, на 92-м. Насчет заводки я разницу не увидел. У меня заводятся все моторы с одного раза прогретые. Вот, это вообще без проблем. Вот. По поводу работы на 95-м бензине вот это вот догорание, оно чуть меньше, вот это тыр-тыр-тыр-тыр, вот это вот, оно чуть-чуть поменьше, вот на еле-еле можно уловить. Но на 92-м бензине, особенно, кстати, это чувствуется на слабых моторах, у меня подрыв сильнее. То есть вот я катался на пятерке, на 92-м, на пятерке прям чувствуется, что подрыв на 92-м он резче, чем на 95-м. Вячеслав Матвеев. Лодки флагман в целом хорошие, да, то есть я не могу сказать, да, это лодки не идеальные, вот, то есть у них есть свои недостатки, но в целом как бы соотношение цена-качество, они, ну, на высоком уровне. Вот. Самое главное, флагман, он никуда не прячется, всегда все свои косяки решает за счет клиентов, то есть, за счет как бы своих этих самых всех. Вот. То есть, если у вас какая-то проблема с лодкой, вы ее отправляете за счет флагмана, и вам ее исправляют, и уже даже отправляют обратно также за счет флагмана. Вот. Поэтому... Ребят, вот 380 игла – это из таких носимых лодок. Сереж, пожалуйста, если ты хочешь смеяться, иди туда, мы с ребятами. Слышишь меня? Пойдешь? Уходи. Сейчас я ребенка прогоню в комнату. Вот. У нее получается вот соотношение всех потребительских свойств, цена, скорость, и именно вот мы говорим про носимую лодку в одного человека. Если два человека, можно брать больше лодку и не думать. Это, наверное, идеальный вариант. Потому что под пятнашкой это просто вот ракета. И по 9,8 хорошо, и под пятеркой хорошо. И вот по трешкой, да, по трешкой немножко хуже. Вот. Просто я сколько смотрел Ютуба, да, сколько смотрел интернет, ну, я не нашел схожих лодок, не нашел. Вот эти тесты, которые я делали, многие мне не верят, думают, что я там что-то как-то где-то мухлюю. Как я могу намухлевать? У меня озеро стоячее, вот где я снимаю 380 иглу, озеро стоячее, оно без течения, там, ну, ветерок легкий есть, но он может 1 километр добавить, этот ветерок. Вот. Ну, я сажусь всегда на дно, потому что мне так удобнее. Ну, да, это может тоже километр добавить. Ну, хорошо, вот я ехал на 380 игле, там 51, там 51,5. Хорошо, если я сяду на банку, у меня будет скорость, ну, 49. Без вообще. Это я при том, что я не настраивал ничего там. Вот как есть вот мотор, так и повесил. Вот. Таких лодок просто в принципе нету, да. Я имею в виду серийных. Есть люди, которые дорабатывают лодки сами, что-то там конструируют, подгонки. Есть такие, да, но мы не говорим про эти модели. Вот. И самое главное, что эта лодка, она вот в одного человека носится. Ну, если человек здоровый, там, да, не совсем уже там пенсионер, да, вот, то в принципе без проблем. Даже из тысячной ткани. И можно заказать 385 иглу с 850 ткани, она будет еще легче. По поводу камеры, это пробный стрим. Я, может быть, если зайдет, я куплю другую камеру, потому что этой камере много-много лет, и я просто вот решил попробовать. Я пробовал на телефоне, но телефон что-то не очень хочет запускать. По поводу бронирования. Бронирование имеет смысл, если вы постоянно контактируете с какими-то препятствиями.
Если контактируете, постоянно вот где-то третесь там об песок, прям конкретный, об камни, тогда может быть да. Если контакты редкие, то нету смысла. Но если стрим зашел, я тогда буду, может быть, думать уже что-то с камерой, покупать другую камеру для этого дела. Потому что здесь у меня камера простенькая, поэтому, конечно, тут, ну, я не знаю, может быть, скорость интернета еще влияет как-то. По поводу цены бэушных лодок, ну, сложно сказать. Надо смотреть. 17-й год лодка не старая, в принципе, можно посмотреть, купить. Ну, опять же, паёлка, если нужна паёлка. Я просто по поводу паёлок и НДНД, у меня было 3 паёлки, сейчас у меня одна еще есть, Сильверадо. Паёлки, у нее плюсы, конечно, тоже имеются, но НДНД приятнее все равно. Наверное, во-первых, на дно можно сесть, скорость больше, лодка легче, едет быстрее. Поэтому я к паёлкам как-то уже все, наверное. По Ладоге, на Ладоге я снимаю либо в районе разорванного кольца дороги жизни, либо вот еду в Шхеры туда, Карелия уже получается, Ланденпохе. Бронировать лодку нужно, да, по поводу брони, это уже ты, человек, который знает, что ему нужно бронировать, он уже не задается этим вопросом, он это просто знает, что лодку надо бронировать. У меня за много лет, по-моему, не было ни одного прокола такого, чтобы вот, ну, хотя на воде я достаточно много провожу времени. Я 380-ю иглу прям по волне, по большой не катал, но так как лодка длинная, я думаю, с волной там будет все в порядке. Понятное дело, что там киль небольшой у нее, он такой же киль, как и 330У. Вот. Но я думаю, что все в порядке. Лучше будет, чем 330У. 330У я катался по морю, по большим волнам. Да, она там вот как мячик прыгает, но в целом неплохо. Есть лодки лучше, наверное, будет, которые будут 380 игла, будут лучше, да. Если брать лодку под большую воду, там, естественно, нужна другая лодка. Вот мне из всех лодок, что я катал, больше всего по волне, мне, конечно, понравился катамаран. Катамаран, он вот если волна там сантиметров 30-40, вообще можно даже вот ехать и не думать. Катамаран это для больших водоемов это вещь, конечно, но его таскать, складывать, раскладывать. Хотя, в принципе, если вот прицеп есть, я имею в виду даже такой, не лодочный, его туда сложил, вытащил этот тюк, насос подключил, и 20 минут, и он готов. По поводу колес, кстати, ну, вот я колеса не ставлю, потому что у меня лодок много, и колеса, они, ну, просто их столько колес не напасешься. И на каждую лодку крепить отдельно площадки и потом переставлять эти колеса. Ну, я чуть ближе по поводу Ладоги, вот чуть ближе к Приозерску. Есть такая база, называется Лена Ладога, я там обычно высаживаюсь, и там вот дальше уже иду по воде.
Я, кстати, по поводу волокон тоже таскаю. Вот флагман 390 игла, я если приезжаю там с такими людьми, которые мне не могут помочь, детьми, я, например, тоже беру ее вот так вот и волоку, в принципе, ничего. Я, кстати, тоже думаю свою паёлку Сильверадо 360 продавать. У меня лодка, она тоже достаточно нехоженая, вот даже не знаю, за сколько ее продавать. Лодка такого класса сейчас стоит, наверное, 1080-90, ну, не знаю, за сколько ее ставить. Я думаю, дороже 40 ее никто не купит. Ну что, ребят, вопросы кончились, наверное, да? Так что, если кто-то реально думает купить флагмана, да, ну, рекомендую не затягивать, цена еще вырастет, к сожалению. Я еще подумываю, может быть, я договорюсь с какими-то другими производителями лодок, что они тоже мне будут давать оптовый прайс, соответственно, я смогу лодки давать людям дешевле. Но пока я ни с кем еще не договорился. Вот у меня Баджер есть, да, вот с Баджером у меня есть оптовый прайс. Но Баджер, там есть у него лодки, у них Баджер, да, Баджер.ру, но там лодки такие, они все дорогие, все такие, в общем-то, они качественные, да, но, наверное, они не сильно интересны. Вячеслав, спасибо, я стараюсь. Это на самом деле те, кто хоть кто-то что-то снимал, понимают, насколько сложно вообще снять хороший ролик. Это реально сложно, да, это помимо того, что сколько всего нужно, да, то микрофон сломается, то камера сядет, то волна, то ветер, то, блин, эти спутники не хотят нифига снимать, хотят уезжать рыбачить. Приходится со всеми ругаться постоянно, ну, там это... К сожалению, да, сейчас все дорожает. Вот. У флагмана цены на самом деле конкурентные. То есть, ну вот, с учетом еще скидки мои, это, ну, цена достаточно хорошая. И самое главное, что флагман лодки, они, вот я говорю про те лодки, что я катал, они, ну вот в серии АДК, она вообще не имеет аналогов в принципе, да, по своим потребительским свойствам. И вот, допустим, флагман 380 игла тоже вот этой лодки равных по многим показателям равных просто нету. Вот флагман 330У мне тоже нравится. Ну, эта лодочка, флагман 330У, наверное, лодочка такие, у этой лодки уже есть конкуренты, да, она уже как бы такая средних потребительских свойств. По поводу днища, ну, флагманы, вот у меня сколько было лодок, лично вот у меня было, я 2 флагмана катал по 8 лет, и у меня никаких проблем. Они ездили, эти флагманы ездили на моря, я оставлял их прямо на солнце, ничего там, нет, немножко я, единственное, что когда я еду на море, где знаю, где температура будет 50 и выше, я, естественно, не качаю там 250-300, я даю максимум 200 миллибар, максимум там 200, даже 180, ну, чтобы понимать, что будет какое-то уже расширение, поэтому и у меня никаких нищим никогда проблем не было. Меня многие там вот обвиняют в том, что я где-то что-то мухлюю. Вот, допустим, флагман 390 игла, многие говорят, что там
такого не может быть, когда там лодка выводит 500 килограмм на глиссер, ну, на 9,8, что этого не бывает. Ну, я там людям предлагал поспорить на деньги, как угодно. Вот у меня как бы такой подход, я не буду, если что-то не так, я, наверное, просто лучше промолчу, да, в конце концов. Вот, но не буду в любом случае никогда вот врать на камеру, да, это, ну, это не в моем стиле. Вот, поэтому вот флагман 380 игла на Ямахе трешке огромная лодка едет от 22 км в час, да, ну вот это удивительно. Вот эта лодка, она, ну, у нее, в общем-то, нету конкурентов, но я говорю 380 игла, 390 игла ДК, я имею в виду также ДК 370 и ДК 410. Вот ДК 430 я уже не знаю, как будет себя вести, она уже слишком длинная. А вот эти лодки, они, вот у них по выводу на глиссер, у них просто нету конкурентов, вот их просто нету. Ну, я вот, кстати, у меня товарищ, один подписчик заказал ДК 550. К сожалению, я вот не смогу ее протестировать, так бы было бы интересно. ДК 550 это такая, она как ДК 390 игла, только она побольше размером. Днище ДК 380 игла. Вообще у флагмана днище прошитое. Ну, бывают какие-то проблемы, да, но, скорее всего, это чаще всего вот в большинстве случаев, когда человек сам просто перегревает лодку на солнце, там бухнул и пошел, а лодка лежит где-нибудь. Даже не в Астрахани, а где-нибудь в средней полосе летом бывает очень хорошая жара. Ну, понимаете сами. А если человек накачал лодку там под 300 миллибар, то она на солнце до 500 может разогреться, как нефиг делать. Я имею в виду не разогреться, а раздуться до 500 миллибар. Так, интересно вообще покажет. О, так, нифига, мы уже 2 часа в эфире. Уже 2 часа в эфире. Ну так, в целом, мне кажется, стрим получился. Как вы считаете, господа водомоторники, получился стрим или нет? Ну, не считая, может быть, не очень хорошего звука и не очень качественной картинки. С этим я попробую разобраться в следующем разу. Вы еще чаще, ребят, чаще вот по поводу роликов, да, чаще комментируйте, чаще ставите лайки. Это все продвигает. Во-первых, комментарии, они все помогают понять, где что-то не так, в следующий раз на будущее. Да? Ну, не стесняемся, пишем комментарии. Пишем комментарии, не стесняемся. Даже можете писать какие угодно комментарии, плохие, там, если что-то не нравится, можете писать вообще без проблем. Да, видите, я сзади специально поставил это. Декорации, винты. Так у меня там всякие мелочевка лежит, но я решил, что надо что-нибудь, это, маечку одел там, ну, чтобы как-то все это было более правильно. Кстати, по поводу стравливающих клапанов, на флагмане, на больших лодках, не на маленьких, на больших лодках, вот, ну, из-за того, что периодически бывает, люди не смотрят, перекачивают, на солнце оставляют, на больших лодках флагман сейчас по умолчанию ставит на днище клапан стравливающий. Ребят, спасибо. Спасибо за оценку. Вы, главное, пишите по-честному, да, потому что это все
Мне не нужна лесть, да, мне нужна правда. Зимой видео, конечно, будут. У меня некоторые ролики, которые вы думаете, что сняты сейчас, они сняты пару лет назад. У меня еще вот с этого лета, наверное, снято ролика на 4, наверное, на 5. Вот. Также я могу делать, комбинировать старые съемки, добавлять какие-то свои мысли и делать ролик такой. Например, у меня вот давно очень родилась мысль снять ролик по поводу глиссирования. Да, что такое глиссирование, да, потому что многие путают, что такое переходный режим, что такое глиссирование. И вот многие считают, что глиссирование, допустим, начинается с 20 км в час или там с 25 км в час. А на самом деле все очень сильно зависит от формы лодки, от ее массы. Потому что, ну, никто же не будет спорить, что если взять фанерку и кинуть ее, фанерка на воде уже будет глиссировать на 5 км в час. Там, или ну вот, я про это говорю. Очень сильно зависит от массы предмета и от площади его контакта, на площади его днища. Поэтому и, вот, допустим, флагман 390 игла, она начинает глиссировать уже километров с 15. Вот, поэтому вот просто вот многие по поводу глиссера, да, многие считают, что глиссер начинается с 20. Большие тяжелые лодки, они на 25 км в час еще на глиссер не выходят. А для легенькой плоскодонной лодки на 13, на 14 это уже будет глиссер. Что такое глиссер? Глиссер – это когда судно держится на воде за счет подъемной силы. Не за счет силы Архимеда, а за счет подъемной силы. Вот это и есть глиссер. А скорость для каждого судна будет разная. Просто есть какое-то усредненное, допустим, для ПВХ лодок. Средняя скорость где-то нормального глиссера – это где-то близко к 20. Там, да? Но есть лодки с совсем плоским днищем, с большой площадью днища, они уже на 15 будут глиссировать. Вот, правильно Андрей Лазаренко пишет. От килеватости, от площади днища. Вот. И у меня вот был такая мысль сделать такой ролик, сесть вот так вот перед камерой, наложить кучу разных съемок, там картинки. Это сложный ролик, но его можно сделать, он будет, наверное, очень многим полезен и популярен. И для этого не нужно снимать что-то на воде, потому что картинок с воды у меня тут на 20 роликов. Все, Вячеслав Матвеев, доброй ночи. Да, по поводу стравливающих клапанов, я бы на них сильно не рассчитывал. Хорошо, когда они есть, но этот клапан может либо сработать, когда не надо, либо когда надо, он не сработает. Вот и все. Поэтому приехали, жара, подспустили лодку. Лучше иметь манометр с собой всегда. И либо вот как я, допустим, не меряю на жаре лодку, я просто где-то на море, я просто не качаю лодку до рабочего давления до конца, и все. Я качаю там, ну, если надо качать 250, я качаю 200 или 180. И я точно знаю, что больше там 280 миллибар уже не поднимется давление никак. Вы пишите, ребят, когда вам надоест, когда будем прощаться. Если вопросов нету, как бы, то чего сидеть просто так. Друг на друга смотреть. Ну, точнее, вы на меня смотрите, я-то смотрю просто сам на себя и на ваши сообщения. Да, вот эти вот для начинающих, но на самом деле при кажущейся вот этой простоте, вот этих начинающих обучающих роликов, они в то же время сложные, потому что мне, вот, допустим, как вот человеку достаточно опытному, кажется, что вот что рассказывать о том, что и так понятно, да, а на самом деле есть такие вещи, вот мне там по 1000 раз в комментариях спрашивают,
те вещи, которые у меня даже на ум не придут. Ну, мне кажется, это само по себе, ну, само по себе разумеющееся. А люди, да, поначалу они этого не понимают. Это как я с одной девочкой поехал покататься на лодке. Я говорю, надо сначала прогреть мотор. А она мне спрашивает, а что, мотор замерз, что ли? Я говорю, нет, он не замерз. Просто ему надо прогреться. Вот, поэтому, да, благодаря зрителям я вот как-то вот какие-то мысли, ну, вот темы новые для себя открываю. По поводу гимса, вот у нас в Питере, там, где я бываю, я гимс за там 11-12 лет, я гимс видел, ну, раза 3, ну, может, 4. Вот. К 9,9 они не подходят. Очень редко. Может быть, в каких-то местах, где воды мало, народу много, там гимсюки лютуют. У нас в Питере гимс – это такие достаточно редкие товарищи, особенно если ехать куда-то в дикие места, они туда даже не приезжают. Так, по поводу китайских моторов, честно, да, китайские моторы, они в любом случае будут хуже. Ну, наверное, есть смысл брать нормального китайца, Хайди, либо Парсун. Все остальные китайцы будут хуже. Ну, вот я катался на Хайди 9,8, ролик вы видели, да, я там назвал, взял китайский мотор после, ну, это так для хайпа, по сути, это мотор не мой, это мотор товарища. Ну, товарищ доволен, вот. У меня Тахацу 9,8, я, наверное, себе китайца пока брать не буду. Советские корпусные лодки, ну вот у меня Пелла была, казанок там на воде полно у нас было. Хорошие лодки когда-то были, надо просто смотреть, в каком они состоянии. В Советском Союзе делали все на совесть. Вот. Но время берет свое, к сожалению. Хорошее, если найдется хороший экземпляр, можно, наверное, брать. Если 9, вот последний, да, блин, не прочитать. Если 9,8 ставить на флагман ДК 390 игла, то вообще без проблем. Ну, посмотри ролик, есть у меня ролик, флагман 390 игла на Тахасу 9,8. Мы там вчетвером катаемся. Для классической лодки будет, конечно, тяжело. Здесь важно не какой мотор, а важна система. Лодка плюс мотор. Ну, 340 поел, 9,8 не повезет 3 человек точно. Ну, опять же, какие 3 человека? Если 3 по 80, там, 3 по 70, может быть, но 3 по 100 точно не повезет. По поводу Тахацу 9,8, да, Тахацу 9,8 сделан топорно по сравнению с Ямахой. Я говорю, я честно вот, и уже повторюсь 10 раз, я когда завел свой вот Тахацу 9,8, если бы не YouTube, я подумал, что он там весь гремит, трещит, что у него там вообще все мертвое. Вот. Оказалось, я потом YouTube открыл и посмотрел, что у всех так работает этот мотор. У меня тут лампа просто. Вот. Оказывается, у всех так работает этот мотор. Вот, поэтому Дугаш вот этот 340 поел под 3 человек на Тахацу 9,8 не потянет. Ну, я говорю, что для таких стандартных 3 человек не потянет. Надо либо моторы менять, либо лодку. Ох, ребятки.
Ну-ка, интересно, смогу я отвечать? О, Райс 43, привет. Задавай вопросы. Можно на ты. Райс 43, задавай вопросы. Мы тут стримим. У меня одной любимой лодки нету, потому что каждая лодка под свои задачи. ДК-390 «Игла» – одна из любимых лодок. Сейчас флагман вот 380 «Игла» тоже будет, наверное. Вот, наверное, если я поставил все две лодки, я бы оставил ДК-390 «Иглу» для походов и взял бы 380-ю «Иглу» для одного. Ну, опять же, 330У тоже мне нравится. У меня были еще флагман 300, но флагман 300 я себе, наверное, еще раз бы не купил, потому что она слишком маленькая. Но зато она легкая, совсем ничего не весит. Наверное, одну бы я оставил 390 «Иглу». Но в одного с ней, конечно, очень тяжело. На 5 силах вдвоем 24. При загрузке 230 килограмм. Что-то какая-то какие-то небылица. Вот не прочитать. Дугашитов. 5 сил. Вот у меня на флагман 390 «Игла» 5 сил давала 24 км в час с загрузкой в районе 200. Но таких скоростей больше не бывает ни у кого. Ну, может быть. А как лодка называется? Как лодка называется? Которая выходит 230 килограмм на глиссер. Поелка причем. 340. Беринг 340. Я не знаю такую лодку, я на такой лодке не катался. Ну, она может быть плоскодонная, здесь какой-то вот... Но просто 9,8 троих человек по сотке не повезет на этой лодке точно. Не вытащит 9,8. Где-нибудь, может быть, 250-270, может быть, вытащит. Но 300, я думаю, нет. Килеватость влияет на выход на глиссер, да. И не только килеватость, еще
сама площадь нищая очень сильно влияет. Ну, там глиссирование это вообще такая процедура, она, казалось бы, вроде простая, но очень много нюансов, особенно когда мотор слабый. Короткие лодки, они загрузка, естественно, хуже будет ехать, чем длинные. Да, моторы стоят дорого, к сожалению. Здесь комментарий, как говорится, излишний. За китайца платить 9,8 больше 100 тысяч рублей, ну что делать? Можно поискать Тахацу 9,8 БУ. Мотор тоже неубиваемый. Ну, Yamaha 8 за 80 тысяч БУ, конечно, будет очень старая. Я думаю, что нормальные где-то от 100 начинаются, такие относительно свежие. Да, приятно читать грамотные комментарии. Площадь днища. Основная формула глиссирования – это площадь днища. Киловаттость эту площадь, получается, уменьшает. Точнее, не уменьшает, но давление, сила действует уже по-другому. Удельное давление получается на один этот самый квадратный сантиметр площади. Ну, под мерком 3,5, естественно, не будет. 350 нормально глиссировать с нагрузкой 100 килограмм. Ну, Сережа Гражданский, если позволяют финансы покупать катер, здесь можно только порадоваться. Финансы и есть на чем его возить и где его хранить. У меня, к сожалению, ни того, ни другого нету. Ну, длина везет, вот по поводу того, что длина везет, это скорее про водоизмещающий режим, но к глиссированию это тоже можно применить. Но, кстати, я могу сказать, что если взять одну и ту же площадь днища и длинный корпус, и такую же площадь, но более широкий и короткий, естественно, длинная лодка будет более предпочтительна. Потому что, для примера, есть две лодки, флагман ДК-390 «Игла» и лодка такая же по площади, флагман 350, ДК-350, точнее, ДК-350. Площадь еще у них одинаковая, только одна длинная, другая более широкая, более короткая. Так вот, флагман ДК-350 на глиссер вытаскивает на пятнашке общую массу где-то 500 килограмм, а ДК-390 «Игла» вытаскивает на пятнашке общую массу где-то 650-680 килограмм. Хотя площадь днища одинаковая. Все, Егор Комаров, все. Спокойной ночи, Егор. Ребята, если вам надоело, не стесняйтесь, пишите, что все, вопросы закончились. Будем тогда закругляться. Я пока еще могу посидеть, поболтать, но если уже все устали, вопросов нету, то что сидеть просто так.
Все, пока. Ребят, если все устали, вопросы кончились, обсуждать больше нечего, то можем закругляться. Да, ДК 390 игла, это вообще вот серия ДК, это вообще шедевр, особенно игла. Я бы, честно, доплатил бы, взял Парсун или Хайди. А еще бы лучше поискал бы БУ японца, по-честному. Если выбирать БУ японца и нового китайца, я выберу БУ японца. Так, 10 человек осталось. Народу немного, но все в теме. Все в теме. Понятно, что я не наберу тут тысячные просмотры, но... О, привет, Евгений, привет. Это который Евгений, который хозяин 380 иглы? Евгений Сыктывкара. Это которому поехала легендарная 380 игла. Я так понимаю. Вадим, доброй ночи. Надо было на лодке Евгения Сыктывкара написать автограф. Все, Александр. Александр, до новых встреч. Я не обещаю, что стримы будут каждую неделю, но я думаю, что раз в месяц, наверное, можно будет попробовать. Евгения лодка вообще зачетная. Надо было автограф нарисовать. Если бы не Евгений из Сыктывкара, 380 игла так бы осталась бы в тени. А так это теперь вообще супер лодка. У флагмана еще какой недостаток вот у самого? Это лодки массовые, они и так продаются, да, и они особо не нуждаются в рекламе. То есть они не требуется какая-то вот рекламная кампания, вот это все, да. Вот. И вот поэтому некоторые лодки, они делают хорошие лодки, но про них вот они, вот 380 игла, про нее особо никто не знал. То есть есть какая-то коротенькая, узенькая ниша людей, которым нужна эта лодка. А по факту лодка вообще, по скоростным показателям выше всяких похвал. Вот у меня была флагман 350 так не ехала, как 380 игла, даже рядом. С флагманом 350 я на пятнашке мог разгонять где-то 45 максимум, 45. Там 47 это там и с танцами с бубном. А флагман 380 игла 45 едет в 2 человека. Или 46, я уже не помню. По-моему, 46 в 2 человека. Поэтому на пятнашке. Просто многие еще товарищи мне не верят, думают, что я там что-то придумаю, где-то мухлюю. Вот. Но я мухлюю только в том, что я сажусь на дно. Но на дно может каждый сесть. Это не проблема. Так, нас осталось 7 человек. Сейчас. Сережа, ты отключился? Кстати, ребята, кому нужен насос Браво, реально сейчас хорошая цена. Я не знаю, сохранится ли эта цена к лету, да, но сейчас цена очень хорошая.
Бросос Браво. Вот у меня БТП 12 Digital, но я вот могу сейчас по хорошей цене БТП 12 манометр. А покупателям лодок могу еще дешевле. Так, ну что, ребят, вопросов нет больше. 8 человек осталось. Уже попрощались люди. Да, сейчас зима, не боимся искать бэушные японские моторы. Я, конечно, понимаю, что мне тут с Питера легко говорить. У меня тут многомиллионный город, в котором можно купить мотор бэушный японский. Я понимаю, что в маленьких городках с этим сложнее. Я понимаю, конечно, это да. Поэтому люди берут китайцев, к сожалению. Это вот последнее сообщение, это вот этот сыночек пишет. СМЕРШ 09, который. Да, японцы есть. И вот Yamaha 15 и 9.9 тяжело будет найти. Taihatsu 9.8 значительно легче. Вот маленькие моторы, Yamaha 3, например. Андрей Лазаренко, ты же как бы с Мурманской области, да? По-моему, я помню. Андрей, к Андрею Лазаренко. С Мурманской области? Не с Кировска случайно? Я вот думаю, может поехать в Кировск на лыжах покататься. В прошлом году я не смог. С Кировска самого? С Кировска? У вас, наверное, там уже сезон начался лыжный. С Мончегорска. Ну, все равно там рядом. Я люблю северную природу. Все, хочу летом поехать в ту сторону, но никак не получается. У нас здесь просто тоже столько водоемов, что до севера мне не добраться летом. Андрей, напиши мне потом свои контакты, Лазаренко. Может быть, поеду на лыжах кататься, может, пересечемся. У нас в Питере еще вот сейчас подморозило, но снега еще нет. Еще в теории даже можно где-то на воду выйти на лодке. Но я уже сезон закрыл, ПВХшку на морозе сворачивать, это еще то удовольствие. Что-то стример. Сережа Гражданский, это на какой комплект смотря? Я бы тоже прокатился вокруг. Сережа Гражданский, напиши тоже мне контакты свои. Не обращайте внимания, вот этот СМЕРШ тут скачет 0,9.
Ну, у меня лично все лодки всегда чистые и просушенные. Так как у меня лодок, сейчас у меня лодок, я даже не знаю, я запутал, сколько у меня лодок. Ну, в общем, короче, вот у меня лодка есть, которая вообще в этом году не выезжала, поэтому... Хорошо, а если не в Кировск, то куда ехать? Покататься на лыжах, я имею в виду. Это к Андрею Лазаренко. В Мончегорске там еще есть? Ну, если лодка хранится в гараже, где есть мышки, конечно, лодку надо хорошо помыть. А то весной раскроешь лодочку, а там решето. К Сереже Гражданскому, ну, у нас в Питере и так тут, мы про горные лыжи говорим. В Питере у нас тоже есть горки, но мы сейчас говорим про Мурманскую область, про Хибины. В Хибинах там, ну, горы настоящие. Кто на горных лыжах катается, тот понимает, о чем я. Можно как-нибудь сделать какой-нибудь такой сходку подписчиков, кто живет не так далеко, где-нибудь съехаться куда-нибудь на Волгу или, не знаю, или там на Ладогу, на Онегу. Интересно было бы. Шесть человек осталось. Надо, наверное, заканчивать. Вопросов больше нет. Сейчас. Что там? Я сейчас напишу комментарий. Пиши. Я просто зимой, ну, на зимнюю рыбалку не хожу. Вот. Я зимой катаюсь на лыжах, на горных, на сноуборде. Ну, там, и на том, и на том. Сереж, конечно, Тахатсу 9.8 быстрее, чем Yamaha 5, но ты ерунду какую-то спрашиваешь. Ну да, в Кировске я либо на Новый год, либо в марте. Я в следующий раз буду стрим как-то пораньше писать заранее. Я просто сегодня так спонтанно решил попробовать. Попробовал камеру старенькую на компьютере, она оказалась рабочей. Я ей не пользовался уже, наверное, лет 10. Вот. На телефоне пробовал стрим запускать, он что-то почему-то слетает. По поводу Тахатсу 5 и Ямахи 5, ну, там видео и так все расписано. Просто Тахатсу они поработали над выхлопом, вот и все. Ну что, ребят, еще вопросы?
Все, Сережа, пока. Заготовь сейчас вопросы. Осталось. Не стесняйтесь, пишите комментарии к видео, какие-то новые темы. Буду все пытаться по мере своих возможностей, потому что, ну, у меня спонсоров нету. Вообще стрим я должен сохраниться. Стрим должен сохраниться. Я поставил на сохранение, поэтому должен остаться. Я просто по стримам я пока новичок. Вот, поэтому... И там, скорее всего, в записи не будет вот этой дерготни, как сейчас. Сейчас, скорее всего, либо камера у меня тормозит, либо интернет, я не знаю что. Вот, и в записи уже не будет дерготни никакой. Я просто проверял сегодня, смотрел на телефоне, что оно не дергается. Вот, а сейчас, конечно, да, наверное, идет этот самый плохое качество, скорее всего. Еще вот это. Таштагол, Кемеровская область. Далековато. Мне вот самые ближайшие горы от меня это Кировск, там 1200 километров. Хибины. Я про горные лыжи говорю. Горные лыжи, сноуборд. Я на горных лыжах я разгонялся больше, там, по-моему, до 115, нет, до 108 километров в час я на горных лыжах разгонялся. Это так, для тех, кто думает, что я только языком могу чесать. Не, ну плохое качество это тоже неуважение к зрителям, поэтому я стараюсь, чтобы качество было хорошее. Но это был, скажем так, пробный стрим, поэтому... Блин, странно. То 6 человек, теперь 7 человек осталось. Надо, конечно, оповещение ставить заранее, хотя бы за несколько дней. Кстати, напишите, вот если делать стримы, в какое время лучше и в какой день недели. Я понимаю, что лучше, скорее всего, выходной, да? Но в субботу, например, может быть, лучше в воскресенье вечером. Вот. Но опять же, видите, у всех часовой пояс разный, поэтому вот и у меня, я по Москве живу, Санкт-Петербург, Москва, да? Вот. О, Андрюха, привет! Одни уходят, другие приходят. Вот, товарищ Сухов, Андрюх. Ребенок счастлив. Для него стрим это этот самый. Это просто... Кстати, ребят, вот тут такой есть СМЕРШ 09, это мой младший сын. Он там всякую фигню снимает. Кому не лень, подпишитесь на него, чтобы у него подписчиков добавилось. Вот СМЕРШ 09. Вот на СМЕРШ 09 подпишитесь, у него добавится подписчиков, и он обрадуется. Там смотреть его не обязательно, но вот просто, чтобы у него подписчики были. Да. Напиши, Сереж, напиши, подпишитесь на меня. На СМЕРШа 09 подпишитесь. Просто в качестве, ну, ему приятно будет. Ну, вот я так понимаю, что вообще, вот если по статистику... Андрюха, товарищ Сухов, да, без проблем, подключай, просто перемычку ставишь и все. Там карбюратор, стандартный карбюратор почти как на пятерке, поэтому можешь не париться.
Я, кстати, заметил, что вот ролики, вот, допустим, мой ролик, очень подписан, у меня сейчас скоро 5000 подписчиков будет, да, а процент просмотра подписчиками очень небольшой. То есть вот за сутки, допустим, последний ролик, за сутки подписчики посмотрели, да еще сейчас говорите, я сейчас посмотрю. Я сейчас посмотрю даже, вот смотрите, сейчас я скажу. Вот про последний ролик. Просмотров, ну, 1400, да, просмотров, 1400. Ну, чуть больше суток прошло. Из них уведомлений подписчиков всего 55 человек. То есть вы думаете, из 1400 просмотров посмотрело, ну, дай бог, человек 100. Да, вот 100 человек посмотрело из 5000, из почти 5000 подписчиков. Понятно, что люди там чем-то занимаются, посмотрят чуть попозже, но сам факт. Поэтому уведомления, конечно, это такое дело. Вот, поэтому на Ютубе лучше всего работают рекомендации, да, вот. Ну, я так про YouTube могу немножко рассказать, кто не понимает, как это работает. Вот у меня под последнего ролика из 1400 просмотров получается 1200 просмотров идут с рекомендаций. Сейчас. Звонят, секунду. Алло, подожди, я еще на стриме. Сейчас. Я еще на стриме. Вот. Вот, поэтому подписчиков как бы немало, да, но из этих подписчиков активных очень небольшая команда. Вот, поэтому рекомендации, они, да, вот они работают. Мои ролики из рекомендаций неплохо набирают просмотры. Вот, ну, чтобы было уведомление, нужно поставить колокольчик. Тогда будут уведомления. Если колокольчик, черный колокольчик, не просто колокольчик, а черный колокольчик, тогда будут уведомления. Вот, поэтому вот так вот. И так, просьба просто поактивнее, да, там не лениться писать одно и то же, кажущиеся глупыми комментарии, они очень сильно все равно продвигают видео. И просмотры, они нужны в любом случае, да, что вот ты делаешь, кстати, вот я сидел там над роликом, вот этот последний ролик, он при кажущей своей простоте, он у меня сделан уже был месяц назад. Я что-то где-то все подпиливал, под это самое, подтачивал, и только потом его выложил. Вот. Представляете, сколько труда на это уходит? И когда ты столько трудишься, делаешь, а у тебя просмотров там хрен с маслом, да, думаешь, да нафига это надо? Егор, я с тобой согласен. Это Yamaha 8, вот честно скажу, из всех своих моторов я бы оставил Yamaha 8. Из всех своих моторов. Из 7 моторов я бы оставил именно его. Да, может быть, когда буду совсем старый на пенсии, Yamaha 3 осталось, может быть. Но я думаю, до этого момента еще очень много времени пройдет. И Yamaha 3 можно купить бэушную, а вот Yamaha 8 намного сложнее купить бэушную. Так что, ребят, подписываемся на Смержа 09. Ребенок будет рад. Вам не сложно, а ему приятно. Да, пятнашка, Егор, пятнашка, у пятнашки вес. Пятнашка вес. Если бы сделали маленькую пятнашечку такую в корпусе 9.8, наверное, может быть, был бы еще лучше мотор. Такую маленькую пятнашечку, вот уменьшенную. Пятнашка в чем-то, мне кажется, даже лучше, чем восьмерка Yamaha. На пятнашке Yamaha они поставили вот этот более удобный рычаг переключения передач,
поставили кнопку на румпеле. Уже, ну, это мотор уже более современный, Yamaha 15. Она, Yamaha 15, какая она там, F идет, да, 15F. Она идет с 96-го года, а Yamaha 8C идет, по-моему, с 84-го года или с 82-го, я уже не помню. С 84-го, по-моему. Да, я с Егором согласен. У меня еще, кстати, были мысли сделать ролики, посвященные, как вот в автотеме делают, посвященные документалкам. Таких роликов почти нет. Допустим, ролик исторический, как создавалась компания Yamaha. Это, конечно, тоже труд, это надо все искать, это все компилировать. В общем, ну, вот. И как создавалась, допустим, компания Tohatsu, какие она моторы начала делать и к чему в итоге пришла. Вот. Yamaha 15 весит не 36, а 39. Вот. И вообще философия, я просто читал это, изучал, философия Yamaha именно лодочных моторов, это, я сейчас просто дословно не помню, но помимо качества и всего остального, эти изделия, это как вот инструменты Yamaha, да, они должны звук работы, вот это все должно радовать, да, и они этой философией следуют. А у Tohatsu там философия другая, там максимальная простота, минимум деталей, максимум надежности, максимум эффективности. Tohatsu не смотрит уже на красоту линий, на какую-то вот изящность и все остальное. Ему главное, чтобы эта вещь работала, и все. Вот поэтому моторы так сильно отличаются. Ну, соответственно, получается и Tohatsu дешевле. За счет того, что меньше деталей, меньше... Ну, Honda 20-ка, я бы, может, покатался, но Honda 20-ка, по-моему, она весит все-таки, она где-то 42, наверное, или 43 весит, я думаю, да? Honda 20-ка. Андрей, сколько там Honda 20 весит? Я думаю, где-нибудь 42-43, я думаю, весит, или 44 Honda 20-ка будет весить. Но просто Yamaha 15 это уже мотор на пределе. Вот для одного человека это уже просто предел. То есть, ну, я имею в виду никакого там Шварценеггера. Это уже просто предел. Сереж, подписались там на тебя? Блин, не, ну Андрюха 48 килограмм. Сколько? Не только плюс один подписчик. Ну, один сейчас еще подпишется. Вон я еще, Вячеслав еще подписался. Сейчас у тебя еще один. Он ребенок своих подписчиков считает. Ребенок своих подписчиков считает. Он там тоже пытается что-то снимать. Ну, понятно, что еще возраст не тот. Вот. Иди сюда, скажи ребятам, иди сюда, Сереж. Скажи ребятам спасибо за то, что подписались. Спасибо, что записались. Ну осталось... Туда смотри, в камеру смотри. Осталось всего лишь 4 подписчика, до 10 подписчиков. Все. Ну, 48 килограмм это да. Не, ну здесь, Андрей, здесь без вариантов. Я говорю, когда лодка на воде, тут не важно, сколько весит. Я 10 лет назад мог повесить один Yamaha 30-ку, вот взять Yamaha 30-ку и повесить один ее, хотя Yamaha 30-ка весит, по-моему, 50, она там 52, но он больше весит, как всегда, Yamaha немножко врет, там 53, 54, там до 55 весит мотор. Вот, поэтому... Вот Suzuki, например, Suzuki 15, да, она значительно легче ощущается. Казалось бы, там какие-то 4 килограмма, но эти 4 килограмма, они ощущаются. Вот. Но все равно и между Suzuki и Yamaha 15 я выберу Yamaha. Все равно.
Да, 4 такта. Не, большие четырехтактники, которые висят уже на лодке, да, там уже расход и все такое. Но пока я все на себе таскаю, мне расход уже не так важен. Так, 8. Ну, ребят, давайте пишем еще что-нибудь. Пишем. Нифига, почти 3 часа. Я думал, тут часик максимум, а тут 3 часа. Да, согласен, Егор. Вот. Даже Yamaha даже не стала заморачиваться и не делать мотор в угоду вот как Тахацу 9.8. Тахацу 9.8 сделали же из Yamaha восьмерки, из Тахацу восьмерки. Yamaha, по идее, тоже могла заморочиться и сделать, допустим, какой-нибудь Yamaha 9.8, да, какой-нибудь. Вот. Но они не заморочились, они решили, что у них и так крутой мотор. Ну, по факту Yamaha 8 и так крутой мотор, но немножко послабее, чем. Я потом в дальнейшем, я пока еще до конца не успел все снять, я сделаю ролик Тахацу 9.8 против Yamaha 8. У меня оба эти мотора есть. Вот. То, что сейчас вы видите, ну, при больших переходах, да, я же говорю, я не против четырехтактников, я против маленьких четырехтактников, которые таскать на горбу, вот это вот я не понимаю. А если мотор висит на лодке, то да, там, конечно, там 30, там от 20 сил, это, наверное, уже оправданно 4 такта. О, уже 10. Либо новые приходят, либо старые возвращаются. Если кто-то новый пришел, подпишитесь на пользователя СМЕРШ 09. Ну, Сузучка 2.5 4 такта. Я этот мотор не пробовал, но там тоже все максимально облегченное, насколько я знаю. Вот, там, по-моему, даже на Сузуки, по-моему, даже там пластиковые эти самые распредвалы, я сейчас не помню, не знаю точно, 4 такта я глубоко не копался, но там они максимально упрощены, маленькие четырехтактники, они максимально упрощены. Вот. Еще у четырех тактов они, конечно, не простят никакого купания, там, ну, купания не знаю, никакого перегрева. Если перегрев, все, четырехтактнику это смерть. Я свою Yamaha 8, для тех, кто не знает, я ездил на Черное море, там поймал пакет на ногу и просто перегрел мотор. У меня мотор Yamaha 8. Можно еще 3 подписчика. Yamaha 8, он просто заклинил. Ну, как бы я имею в виду, заклинил, заглох. Вот. Я его остудил и поехал дальше. Единственное, что у меня там корпус термостата расплавился, но потом мне это все поменяли. Вот, поэтому я к тому, что те, кто говорят, что там вот Yamaha 8 там не ремонтопригодный, вы попробуйте Yamaha 8 сначала сломать. Ну, вот и скатать, вот попробуйте, да, а потом говорить, что она не ремонтопригодная. Я вот таких моторов не знаю, которые просто выкатали. Не, где-нибудь на промысле, где он будет вот так вот в соленой воде каждый день со дня в день дубасить, там понятно уже будет, да. Вот, но в любительской эксплуатации Yamaha 8 это вечный мотор. Ну, так же, как и любой японец, скорее всего. Я не думаю, что и Сузуки там, и Тахацу тоже можно в любительской эксплуатации можно будет. А, ребята, есть кто смотрит не из России? Напишите, есть кто не из России? Там, с Украины, с Белоруссии, есть кто-нибудь? Или какие-нибудь еще откуда-нибудь? Потому что периодически мне здесь пишут, что реклама, YouTube пишет, что кому-то будет показываться реклама, значит, кто-то не с РФ. Потому что в России рекламы не показываются. Кто-то закрался у нас здесь с других государств. Есть кто-то?
На Yamaha 8 компрессия, да, с Navia вообще 12 бывает на Yamaha 8. У меня тоже где-то 11, в районе 11 компрессия на Yamaha 8. Никто не признается. Нет никого с Украины, с Белоруссии. Я не какой-то там политики, а вот просто вот интересно. Никого нет. Либо может кто-то с VPN смотрит, потому что мне периодически пишут, что не, я вот сейчас не собираюсь какие-то политические темы здесь раскачивать, просто у меня периодически, я рекламу включил на всякий случай, да, вот, и у меня периодически выскакивает сообщение, что кому-то будет показываться реклама. Вот. Ну, кто-то смотрит, видно, все равно, либо, может, с Беларуси, либо с Украины, может быть, с какой-нибудь, с Зимбабве какой-нибудь. Ну, есть же куча русских по всей планете разбросаны, поэтому я думаю, что есть наши братья русскоговорящие, есть, я думаю. Вячеслав, Приозерск, я часто приезжаю, когда еду в Карелию. Ну что, ребят, вопросов больше нету, давайте, может, закругляться. Стоп, я решил. Что, ну... 3 часа. 3 часа в эфире. Есть вопрос? Давай, Егор, вопрос. Все, Вячеслав, пока. Вот такая кепка, я не знаю, мне товарищ подарил на Новый год или на день рождения, я уже не помню. У меня их две, и обе подарил мне товарищ. Он где их брал, я даже не знаю. Он где-то покупал, где-то заказывал. Либо на Алиэкспрессе, либо еще где-то. Но это не оригинальная кепка. Вот Тахацу кепка покупалась у дилера Тахацу. По питерским каналам ходить можно, без проблем. Не нужна никакая регистрация. Просто мне все никак руки не доходят. Я даже в этом году увидел, где спуститься. Все, пока. По каналам питерским можно ходить. Там есть целый список, где есть конкретно, где нельзя ходить. Вот. А по большинству рек и каналов ходить можно. Можно, без всяких... Единственное, что там есть, как сказать, ограничения. Вот, допустим, под мостами нельзя ехать быстро. Вообще, даже там так, по реке Неве там гонять нельзя, но все гоняют. Я просто так на Неву так и не выходил на лодке. Хотя у меня там, я могу спуститься, мне буквально 5 минут доехать, я могу спуститься в лодку и поехать. Я просто не люблю, когда много людей, не люблю вот это движение, я больше люблю природу. И так как я коренной петербуржец или коренной ленинградец, мне вот эта красота вся, вот это дворцов этих всех, я этого с детства этим насытился, и мне уже как бы это не вставляет. Все, Егор, пока. Блин, всего 9 человек. Так что, если кто-то хочет приехать покататься по каналам, по питерским, без проблем. Я даже знаю место, где можно спуститься прямо вот бесплатно, где можно спустить лодку и даже оставить машину. Поэтому
Так что можете приехать, те, кто не очень далеко, приехать в Питер, можем устроить питерскую сходку летом. И покататься по рекам и каналам. Вообще без проблем. Люди прощаются, но почему-то вот, но 8 человек осталось. 8 человек. Что, ребятки, давайте тогда будем закругляться. Либо пишите вопросы. Я еще могу чуть-чуть поотвечать. Ну, еще завтра тоже стрим еще. Нет, Сереж, завтра мы стрим не будем делать, потому что, ну, стрим надо подготовиться к нему, вопросы, люди должны вопросов накопить. Не забываем про лодки флагман, про скидки, да, не забываем про насосы, вот, на баджере. Значок Ямаха, наверное, мешает уйти, скорее всего. Я постараюсь к следующему стриму разобраться с камерой, да, получше камеру взять. Потому что эта камера вообще, она как бы древняя очень. И у нее и звук не очень, и, в общем, ну, у нее все плохо. Но, видите, работает. Алексей Ф. 9,8 практически любую лодку потащит вдвоем. Вопрос только с какой скоростью и какие эти два человека будут массы. Да, все верно, Андрей. По-моему, вот меня товарищ с Алиэкспресса и заказывал кепку. На хорошей лодке 9,8 может троих вести, а на обычной лодке 9,8 двоих человек, ну, практически на любой повезет. Поэтому вопрос только с какой скоростью, да. Вот флагман 380 игла, двоих человек везет на 9,8 там 36, а какая-нибудь поелка тяжелая, двоих человек будет вести 28. Я про 9,8 мотор. Поэтому смотря что тебе нужно, вот, Алексей. Но есть лодки, которые на 9,8 могут вести полноценно троих человек. Хотя считается, что для троих нужно 15 сил, но на некоторых лодках можно и 9,8 использовать. Да, на Озоне, на Валбересе. Вот эта майка, кстати, вот эта майка куплена на Валбересе. Ну, она вот не дешевая. Вот, я, кстати, думал, у них, чтобы прорекламировать их майку, чтобы они мне бесплатно несколько маек прислали. Вот, поэтому... Так, 5 человек осталось. Ну, давайте последние минутки сидим. Кто не подписался на СМЕРШ 09, подпишитесь на Сережу. О.
Миха, привет. Мы тут общались про Yamaha 8 Enduro, но специально про тебя расскажу. Yamaha 8 Enduro – это тяговый мотор. Тяговый мотор, у него задачи совсем другие. Если тебе нужна скорость, то лучше поискать Yamaha 8C, либо Tohatsu 9.8. Если у тебя нет такой узкой задачи, это толкать какую-нибудь шаланду большую в водоизмещающем режиме, то Yamaha 8 Enduro это не самый лучший вариант. Хотя по качеству вопросов никаких нет. Вот, поэтому, ну да, Yamaha 8F это та же самая Yamaha 8C, просто сделанная в Японии, с более круглым колпаком. По-моему, там других отличий нет. Вот, поэтому я вот ищу, если кто-то мне даст Yamaha 8 Enduro, я с удовольствием протестирую, но я так и не смог ни в Питере найти никого, ни в ближайших окрестностях. Это редкий достаточно зверь. Так что, Миха, бери Tohatsu 9.8. Опять 8 человек. Только что было 5, теперь уже 8. Целый день стримить. Да, у меня один товарищ продавал. Товарищ продавал 8F. Вот, но у него сразу же забрали. Больше никто не подписывается. Давай сейчас напишу сообщение здесь. Как зовут там? Смешный Бежит. Подальше пиши сам. Как? Так. Смер. G. Я его закрепил. Спасибо, ребята. Да, я, честно говоря, тоже не думал, что так получится. Народу было немного, там максимум 20 человек, но зато все в теме. Все в теме. Никого чужих нету. Алексей, не парься. Если пни, конечно, пнем ты не пропоришь НДНД. По елку даже легче будет пробить. Если совсем все жестко, можно заказать бронирование. Это будет, конечно, денег стоить, но если по 9.8, лучшая лодка по 9.8, если ты не боишься веса, то это флагман ДК-390 игла по 9.8. 3 человека, да какие 4 человека везет вообще только так. Опять 10 человек.
Опять 10 человек. Ребят, те, кто хочет реально заказать лодку, ну, у меня есть контакты, да, пишите, звоните, обсудим. Я не буду ничего впаривать лишнего, да, и, ну, как бы все честно расскажу. У флагмана поелок нету, к сожалению. Отлично по волнам будет. У флагман ДК-390 игла, у нее высота борта 60 сантиметров. По волне, конечно, лучше всего катамаран, но катамаран это уже такая специфическая лодка, надо понимать, зачем ты ее берешь. Вот. И катамаран под 9,8 вообще не едет. Вот по 9,8, если не боишься лишней массы там какой-то, то ДК-390 игла вообще лучшая лодка, без всяких преувеличений. И если масса уже как бы критична, да, то можно взять 380 иглу, но она уже столько не вытащит на глисе. По поводу масла, ребят, вы смотрели тесты, да? Я катался, в принципе, все масла неплохие. Я там все рассказывал, посмотрите еще раз. Я сейчас просто себе взял, у меня сейчас масло целая кладовка. Мне, наверное, хватит. Я чувствую, уже скоро с подписчиками начну делиться. Вот, ну, поэтому масло, вот тот же самый Лукойл даже, я не могу про него ничего плохого сказать. Я всегда катался на Ямалюбе, мне всегда Ямалюб как-то был он в какой-то степени как-то успокаивало душу, что ты купил это масло у дилера Ямаха, да, ты прям вот тебе прям хорошо, ты понимаешь, что ты взял лучшее, да. Но сейчас бы, наверное, я бы не стал уже с Ямалюбом заморачиваться. Вот. Манол неплохое масло, Манол. Вот этот Луко, да, все масла, в принципе, неплохие. Главное не лить 1 к 100. Вот Андрей говорит, я аутборд не пробовал Лукойл. Нормально. Лукойл, кстати, Лукойл это единственный бренд, который из наших брендов, который участвует в различных вот этих международных тестах. Потому что все остальные это все липовые TCW3, это все, они все не настоящие. Ну вот, да, я согласен. Ну, я за сезон немного накатываю, хотя моторов много, но пробеги у меня небольшие. Вот. Поэтому я за сезон выкатываю масло литра 3, наверное. Больше 3 литров я редко когда выкатываю. Ну, если на тридцатке гонять, если на тридцатке гонять, тогда да, там можно хорошо. А на 9,8, там на пятнашечке много не скатаешь. Так, 8 человек на сундук мертвеца. 8 человек. Я, может быть, и сделаю какой-нибудь розыгрыш среди подписчиков. Там, вот у меня просто есть 4 канистры масла, Лукойл, Газпром, ну, короче, даже которые не TCW3, да, они у меня чуть-чуть, я их по 100 миллилитров брал, то есть там по 900 миллилитров получается, по 0,9 литра. И я не знаю, смогу я их выкатать в ближайшее время или нет. Они уже открытые, то есть, по идее, их надо в течение пару лет потратить. По поводу остатков смеси я никогда не парюсь. Я там вот многие боятся какие-то остатки смеси.
Вот у меня остается смесь, да, с зимы, там, ну, с прошлого сезона. Я чуть-чуть добавляю туда свежего бензина, немножко масла и все. И без всяких проблем. Ни один мотор еще не умер. Поэтому я иногда бывало даже в машину остатки, мне когда лень везти, я вместе с маслом в машину выливал. Вот. Но чаще всего я просто докатываю и все. Ну, по идее, да, для лодочного мотора масло вообще должно быть биоразлагаемое, это раз. Ну так, по логике, да. И для лодочного мотора масло должно быть, оно должно лучше защищать от коррозии, потому что не забываем, что лодочный мотор работает на воде. Вот этот воздух, который он в себя берет, он имеет повышенное содержание водяных паров. Да? Сейчас уже заговорился. И, соответственно, это масло должно лучше защищать от коррозии. Но это как минимум, то, что я вижу. Да, все верно. Лодочное масло, оно должно лучше разлагаться. Да, все верно, температурный режим тоже разный, да, это тоже все соответствует. Я даже смотрел где-то, я когда готовился к тесту масел, я смотрел спецификации, например, если взять обычный «Газпром», обычное масло «Газпром» 2Т и «Матюль», по-моему, я «Матюль» смотрел, «Матюль» лодочная специальная TCW3, так температура вспышки отличается в 2 раза. Я сейчас цифры не помню. Вот. У «Матюля», по-моему, вот лодочное масло, оно раньше вспыхивает, потому что мотор холоднее, оно как бы раньше загорается. Температура вспышки в 2 раза меньше у лодочного масла. Должна быть. По редуктору многие катаются на автомобильном масле и как бы не парятся. Опять 10 зрителей. Я, кстати, по поводу «Матюля», у меня 2 банки «Матюля», я в этом сезоне не успел сделать тест вот «Матюля», да, двухтактного. У меня есть «Матюль» минералка и «Матюль» полусинтетика. Вот я, может быть, в следующем сезоне покатаюсь. Опять кому-то реклама начинается. Кто либо по VPN, либо с другой стороны, признавайтесь. Кто-то молчит. Я знаю, на форуме читал, люди вообще забывали залить масло, и несколько рыбалок, я имею в виду про редуктор, и несколько рыбалок катались вообще без масла, И ничего по редуктору не было. Ну, там какое-то масло-то в любом случае в редукторе есть, остатки, да. То есть человек писал, что он слил масло, закрутил пробки и забыл, что он его слил, и потом выехал на 2-3 рыбалки, покатался, и потом что-то он вспомнил, что у него масла в редукторе нету. Ну тут весной он на зиму слил, ну, на всякий случай, а что-то весна резко настала, он забыл залить. И он 2-3 рыбалки катался без масла вообще, и ничего редуктору не стало. Это так, между прочим. Да, вот для редуктора это самое вот страшное это вода, да. Вот, вода, она коррозия, плюс если на улице хранится мотор в холоде, разорванный редуктор, вот это вот
А так все остальное. Но еще вот у Тахатсу, у него наверху подшипник, вот подшипник может от масляного голодания страдать. А шестеренки, которые там маслица немножко есть, им нифига не будет. Ну что, ребятушки, 2,5 часа, 3,5 часа уже. Ну ладно, парни, что, если вопросов не осталось, я, в принципе, всегда на связи, всегда в комментариях конкретно могу всегда ответить. Вот. Стрим еще будет, ну, я не знаю когда, вот, но я думаю, что буду хотя бы раз в месяц стараться проводить стримы, потому что накапливаются вопросы, накапливаются какие-то интересные. Ну и просто интересно вот так вот посидеть. Я жалею, что я пива мало взял. Надо было брать, я взял 2 баночки, надо было брать, не знаю, 5 баночек. Не, ну 5 много, но хотя бы 4. Вот. Ладно, парни, все. Всем спасибо. Наверное, буду закругляться. Все. Всем пока. Всем, кто был с нами все это время. Все. Пока, ребят.